Всем приветики, ребятки, вы на канале Katie's Games, и мы сегодня с вами будем смотреть новый сезон старого телешоу, которое называется «Мама в 16», бывшее название «Беременна в 16», третий сезон, первая серия. Прошлые сезоны, именно конкретно вот уже нового названия этого телешоу, опять хотела сказать сериала, я только что записывала первый дубль, и оказалось, что у меня не был подключен микрофон. И я сижу, такая болтаю, уже смотреть начала, а оказывается, не включено. Хорошо, что заметила в начале, а не в конце. Я просто похлопаю. Короче говоря, мне вот тогда хотелось сказать сериал. Вот мне и сейчас хочется сказать сериал, но нет, это телешоу. Я смотрела только одну серию. На Бусти мы смотрели вместе с моими подписчиками платными, которые, ути, мои лапочки, спасибо большое, поддерживают меня и помогают в моей карьере стримерской. Короче говоря, не об этом сейчас. Я выложила на ютубе, вроде как многим понравилось, но качество этой записи оставляло желать лучшего, если честно, поэтому сейчас мы с тобой будем смотреть прям вот идеально, вот прям как вот надо, так и будем смотреть это телешоу в 1080 качестве, и все хорошо, все отлично, все красиво, я красивая, не страшная, как в прошлый раз, поэтому давай мы с тобой поскорее начнем. Я вообще это телешоу обожаю, прям вот вообще конкретно. «Мама в 16», «Беременна в 16» я посмотрела все, ну ладно, обожаю, ну кому я вру, я посмотрела, наверное, 5 сезонов из 7 или сколько, ну короче, последние несколько сезонов «Беременна в 16» я не смотрела, и почти все серии «Мама в 16» я тоже не смотрела, именно потому что я хотела выкладывать на YouTube. Откладывала. Ну вот, отложила, наконец-то это яйцо. Первая серия выходит. Понравится, буду снимать дальше. А я надеюсь, что тебе понравится, потому что, мне нравится это делать, а вам нравится моя реакция. Поэтому я кайфую. И ты кайфуешь. Беззаботные, счастливые. Ты же кайфуешь? Кайфуй. Не забывай кайфовать. Кайфовать — это хорошо. Тебе 16 и кажется, все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. Что-то. У каждой своя судьба и свой выбор. Стать мамой в 16. Решение, от которого зависит Ой, не какой одна карапуз, жизнь. блин, я не могу. Какие сладкие все, а. Я тут немного звучка добавила, постараюсь ставить на паузу, когда буду болтать. Это что, трусы, панкотисы, ого? Нифига себе. Это, кстати, сезон, сейчас только выходит. Ну, я думаю, ты знаешь, уже все реакционеры среагировали на него, на эту первую серию. Вот, поэтому сейчас пока что есть только... да. Короче, я вчера, когда смотрела, была только первая серия. Сегодня уже вышла вторая. Вторую мы с тобой посмотрим попозже. Наверное, на следующей неделе. Вот, а пока что будет первая. Короче, сезон в процессе выпуска. Меня зовут Виолетта, мне 14 лет, и я живу в городе Самаре. Привет, Виолетта. В смысле тебе 14 лет? В смысле ей 14 лет? В смысле у нее в 14 лет уже вот такие опахала нарощенные? А нахрена? Ты глянь. Ты глянь на эти опахала, ё-моё. Такими рабы, вернее, своих царей опахивали. Ты что? Зачем? Ну, она сейчас, знаешь, не на 14 лет совершенно Всем похожа. привет, меня зовут Виолетта. Ну, ей дашь? Я не дам ей 14. Вообще не дам. 14 лет в тюрьме дам, а так не дам. Ладно, шучу. Не знаю, ну, знаешь, сколько? Лет 25. Вот как будто моя ровесница. Вот ты скажешь не моя ровесница, а я скажу моя ровесница. Вот, потому что я знаю, сколько мне лет. А ты знаешь, потому что я тебе сказала. Вот, потому что обычно мне сейчас дают лет 18. Может, уже опахала нарастить? Лет, Ну, тогда мне 40 давать буду. будут. В городе Самаре. Капздец. А нафига? Не, знаешь, я наращивала ресницы. Я добрая и общительная. Я наращивала ресницы, но это было, знаешь, мне лет... Карантин закончился, я пошла и наращивала тоже. Но мне уже лет 20 было. Обожаю Я на животных. 30 выглядела. Постоянно играю с соседскими детьми. А можно я с вами снеговика полюблю? Давай тоже бери, помогай мне. Наивно я на все Что-то какой-то стрёмный снеговик. Даже если не наврут, я Почему у него войду 4 в части, а не ситуацию, 3? И до последнего, мне кажется, я буду верить, не буду вешать лапшу на уши, а я буду продолжать верить в это. Ну это плохо. Я живу с родителями Это и хреново. 10-летним братом Захаром в комнате в коммунальной квартире. Вау. Моей маме, Людмиле Геннадьевне, 31 год. Она таролог. На этом зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. О, Сейчас мы нормально! дружны. Блин, подожди, я угорать начала, что он таролог. А она еще 25 штук рублей. Нифига себе, надо сестре сказать, она тоже таро любит, сказать: давай, мать, быстрее, изучай до конца, иди зарабатывать В бабки. детстве мне ее не хватало.
Меня А чё не мама родила хватало-то? довольно-таки рано, в 16 лет. В детстве мне не хватало ее внимания. Жили мы все вместе у бабушки. И в какие-то моменты она О. гуляла, в какие-то моменты она работала, строила свою личную жизнь. Я плакала и просила ее не уезжать. Подожди, живет с Но- родителями, не с отчимом, да? Это просто для меня тяжелая тема. В 16 лет, когда я родила, вся ответственность в большей степени взяла на себя моя О, ну мама. Я красивая. могла себе позволить сходить на дискотеку, поехать к подружкам, погулять, вот так вот. Поэтому все так и сложилось. Когда мне было 3 года, мама вышла замуж. Моего А-а-а. отчима зовут Антон Александрович, ему 33. Он дорожный Всё-таки рабочий отчим. и часто уезжает на... Не, ну знаешь, с одной стороны, она хотя бы ее не в садик сплавляла, то есть она сплавляла маме. Ну, логично, девчонке 16 лет, ну она что, будет серьезно сидеть с лялькой? Ну, не будет она этого делать. А как бы, ну, сейчас она родит, она это поймет в 14, причем она родит, а не в 16, капздец, обогнала. Следующая ее ребенок во сколько родит? В 10, блин, в 12, 10 и так далее, да, будем на уменьшение идти, а не на возрастание. С одной стороны, ну это бабушка, это родной человек, это хорошо. Ну, сбагрила, ну ладно, но она жила же с родным человеком. Я понимаю, что бабушка маму не заменит, но это лучше, чем в садике. Вот я когда слышу истории, что вот у женщин, ну, я их не осуждаю, я как-то услышала, что девушка молодая, по-моему, моложе меня, ей лет 20, и мне надоело так говорить, я не буду так сравнивать с собой, я себя старая ощущаю, ужас какой-то. Она, короче, ей лет 20, и она, получается, своего ребенка в 7 месяцев отдала в ясли-сад. Ну, то есть 7 месяцев, ему еще даже года нет. И он там находится 5 дней в неделю. А то она говорит и 7 дней в неделю, если ей надо работать. И она может работать всю неделю, 5 дней в неделю, и потом идти на подработку, потому что у нее нет ни мужа, ни родителей, некому ей помочь. Она все это делает сама. Вот это вынуждено. Ну, даже вот из этих двух вариантов, ясли, сад или бабушка, ну, бабушка намного лучше. Почему плакать? Ну, была же мама, ну, ходила гулять, но она ж не в запой уходила на несколько месяцев, и не на вахту уезжала на несколько лет. вахту. Получает в среднем 100 тысяч А рублей вот в отчим месяц. на вахте. Я зову Антона папой, и он относится ко мне как к родной дочери. А что, будем жарить или уху делать? Я думаю, пожарить. Да нет, он тут мороженое дома. Ну нет, пап, да, не очень, пойдем. У меня с Виолеттой отношения дружеские, как отец с дочерью. Это уже мой ребенок, я его воспитал с самого детства. У нас никогда Вот не было молодец, мужик. разногласий. Мужик молодец. Всегда была только одна поддержка, понимание, забота. Биологический отец со мной не общается. Он бросил маму, когда узнал о ее беременности. Мама скидывала ему фотку, когда я пошла в 1 класс. Он просто проигнорил. В классе 7 вначале я ему написала. Он просто меня заблокировал везде, и все. До переезда к Ну и Антону нахрен он меня сдался воспитывала тогда? бабушка Лидия Андреевна. Ей 67 лет, она пенсионерка, получает 12 тысяч в месяц. Бабуля моя человек старой, еще советской закалки. Иногда она читает мне морали и учит жить по-своему. Доставку же можно было заказать. У вас одна привычка всю химию Ой, покупать. какой Бабуль, ну это же тесто. современный мир, ты чего? А если денег не будет, что Бабуль, будешь делать? все будет. Бери ложечкой и клади. Это Да, она что быстрее. делает? Я такое не знаю. Готовить это не мое. Бабушка меня Блин, в какое детстве- тесто аппетитное, а. Прям сожрать захотелось, если честно. Ну, как слайм такой прям Я в аппетитненький. основном всегда баловала. То конфеты, то шоколадки, там игрушки всегда покупала. Ругала только за учебу. Там, ну, я скажу, маме, я не хочу Что сегодня это? пойти в школу. Пирожки Она пустые? скажет, хорошо, Пончики? не идти. То бабушка строго настаивала, то, что нужно идти в школу. Я учусь в 8 классе. Особых проблем с оценками у меня нет. Кроме математики, я все схватываю легко. Поэтому на уроках А как мне так? Подожди, как-то нелогично получается. Они сначала с отчимом пошли на базар покупать рыбу и решать, что они с ней будут делать. Запекать ее или жарить. Вот. А следом ее бабушка учит готовить какую-то, я не знаю, штуку, что это такое. И она говорит, фу, зачем мне учиться готовить? Я могу заказать. Как-то не вяжется совсем. Вот какой-то такой резонанс. Такой... Я перепутала значение, загуглила специально. Диссонанс, не резонанс, диссонанс. Сказала резонанс, потом такая, стоп, диссонанс же. И решила загуглить, чтобы не быть тупой. Короче, диссонанс прям конкретный. То она говорит, мол, приготовим, то она говорит, я не хочу учиться готовить, я лучше куплю. скучно. Писать, читать научились, и делать там, в принципе, больше нечего. С одноклассниками Ну как? мы часто сбегали с уроков и зависали во дворе. С тобой же не о чем Так я поговорить встретила будет. его.
О, господи, А давай помилуй. сердечком сфоткаемся, смотри. У меня булка сердечко. Давай. Ну, ты щечку дай. Моего парня зовут Данила, ему 17 лет. Он учится в нефтехимическом колледже на сварщика. Из всех моих знакомых Даня самый Булочка красивый. у него с блондин с сердечком. небесно-голубыми глазами. В Дане я влюбилась Он же еще, лысый. когда первый раз видела его глаза. А, нет, он он ухаживал. волосатый. Хочешь шоколадку, там хочешь то куплю. Смотрите, купил. Булочку Нифига сердечко. себе, классно, спасибо большое. А Я лучше обратил булочку внимание на Виолетту, сердечко. потому что она из компании была самая яркая. У нее золотые волосы, красивые глаза. И Где? по фигуре классно. Мы проводим Не, время не, глаза красивые, не спорю, еще вот реснички. А, волосы золотые, где? Где она в нем блондина увидела, а он в ней золотые волосы, я понять не могу. Оба, короче, русых увидели в обоих в друг друге блондинов. Каким макаром, я понять не могу. У него светло-русый оттенок волос, у нее средне-русый оттенок волос. Я колорист, я училась на колориста, я знаю это. Ну, я не колорист сейчас, но я училась, я это в курсах вообще. Да, вместе при любой возможности. Ходим да в и кино, видно, что не парки. блондин. Или просто часами болтаем по телефону. А вот моя лучшая подруга Оля против наших отношений. Данил мне не симпатизирует. Ни в Вот каком она случае. блондинка. Чем-то серьезным он не занимается. Никакого увлечения у него также нет. Про его похождения тоже как бы наслышана. Блин, подожди, а подружке сколько лет? Ей как будто лет... Нет, она выглядит немножечко моложе, но за счет очков, притчи, по губнушке, у нее тоже нарощенные ресницы. Нарощенных ресниц она выглядит, ну, блин, примерно так же, лет на 25. Я вообще хотела сказать изначально 30. Ладно, на 30 она не выглядит, она выглядит где-то на... я не знаю. Я не знаю. 28. Достаточно. Либо что у него 23, очень либо много 28. девочек. Но, знаешь, не она похожа на согласна с ней. 23-летнюю где-то, 22-летнюю, которая просто старается чуть себя показать постарше, вот так вот, лет на 28. Но видно, что она молодая. А по этой не видно, что молодая. Каждое наше свидание – это настоящий праздник. Я счастлива с Даней. Мне очень нравится Виолетте то, что она Эх, от ровесниц отличается конфетно-букетный своим общением, период. интеллектом. Есть о чем поболтать. Подожди, а ему сколько лет, я забыла? Они ровесники или нет? В смысле, я не Данил забыла, я часто не заходил слушала. за мной домой, провожал обратно, оставался ужинать. Поэтому он быстро познакомился с моей мамой. Гулять? Да, Мусор выкиньте там. да, давай. Только не опаздывай домой. Хорошо. Данил мне не нравится. Сначала Блин, ну мама ихняя красивая. дружба говорила Вот здесь мне в обычно, глаза о а том, там что прям такая, ты мне не такая, нравишься. смотри-ка, какой макияж, красивая прям, ух, женщина, классно, и одета классно, и все, и прическа, и макияж красивая. Постоянно у него какие-то шутки. Ему все смешно. Даже какие-то серьезные дела ему кажутся смешными. А вот его родные со мной не хотят знакомиться. Да и сам Даня с ними практически не общается. Его маму зовут Мария Андреевна, ей 36 лет. Она работает заведующей О. складом на заводе. Папе, Сергею Петровичу, 40. Он дальнобойщик. Обстановка Какая в странная доме фотка в была левом верхнем углу. достаточно плохая, когда они разводились. Вот. Отцу Сделанная, я не видимо, с нужен. помощью ИИ. Сейчас у отца своя семья. С мамкой я общаюсь так. Более-менее. Единственной поддержкой для Данила всегда была тетя Елена Николаевна, О. сестра отца. Ей 37. Она Какая-то бухгалтер, красивая. зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Данила Женщина. уже много лет живет с Ухоженная. ней. У своей тети я оказался довольно-таки рано. Ну, я к ней бегал, потом вообще жить начал. Ну, потому что а куда он деваться? Родители Мне нравится более ее не рыжий были цвет против, волос. Хочу такой же, мне подойдет, нет? чтобы я оставался у тети. Им как-то было безразлично, можно сказать. У них там свои терки были. А потом они вообще привыкли, то, что меня дома нет, и я у нее. Они то сходились, то расходились. Данил, он как-то всегда был как неприкаян. То есть я его воспитывала, растила. У меня своя тоже есть семья, есть муж. Как-то мы, вот он ютится на кухонке, днем мы ютимся все вместе в зале. Ой, ужас Даня какой. классный. Вот но это один минус, у него отвратительно, всё я же не есть. знаю, прям бывает, хочется вот уединения, я не понимаю таких людей, которые так живут, это отвратительно. Это не отвратительно, это ужасно, это так некомфортно. То есть ты вот когда, знаешь, ты хочешь включить, ну вот, допустим, он взрослый, но я думаю, посмотреть там какое-нибудь взрослое кино они не смогут при нем, ну, и ему будет некомфортно, и им, или там, я не знаю, ну, различные интересы, как бы. Один хочет одно, другой другое, третий третье. Мне кажется, у каждого должен быть уголок. И тем более кухня, зал, ну там маленькая тоненькая стеночка, как бы никакой личной жизни. Ужас! Зачем так жить? Есть. Кошмар. Он часто зависает со Молодец, своими конечно, друзьями. тетя забрала его.
класс, респект, молодец, спасла пацана, но как-то все равно вот эта вот некомфортная жизнь, мне кажется. Я мисс колледжа. Меня они не любят и считают маленькой. Мне не нравится, что Даня с ними пьет и заигрывает с девчонками. О, Но теперь охрена Дане себе! придется Так заигрывай с измениться и пацанами, с стать друзьями. ответственным. Ведь я жду ребенка. А нет, друзья считают, что она маленькая, тогда с другими заигрывай. А чё ногти не нарощены? Капздец, главное, ресницы нарощены, а ногти нет. Упущено, Я безумно влюблена в упущено. Данилу. Однажды мы прогуливали учебу у меня дома. Брат был в школе, а родители на работе. И тогда мы решили сделать это. Первое свое задание, это, наверное, была очень обычная такая история. Он остается у меня. И тут он мне говорит: слушай, Виолет, ну мы с тобой точно вместе не будем. Ты понимаешь, я мальчик взрослый, мне этого не хватит. Капздец, смотри. Нет, все-таки смотри, сейчас она, ее подруга и его тетя, они как будто почти ровесницы. То есть у тети только вот, ну, видно возрастные изменения уже, там где-то морщинки мимические пошли, да, немножечко кожа как бы так растягивается. Все-таки у этих упругая такая молодая, видно, но все равно они как будто ровесницы. Просто, допустим, ну и вот эту еще так одели, ну, капздец, а вы не могли еще бабушкин халат на нее напялить, чтобы она вообще лет на 80 выглядела? Нафига? Нафига так делать? Я не пойму. Странно. Очень странно. Хватает. Я на тот момент боялась его потерять, и ну как-то все Капздец. завертелось, закрутилось. Я сама не поняла, как это вообще произошло. Из-за того, что я его боялась потерять, я решила отдаться. Это было как бы обоюдно, но это все произошло только из-за того, чтобы он от меня не ушел. Теперь уже его точно никто не уведет. Ведь у нас Капздец, настоящие никто не отношения. уйдет. Да пусть а не просто уводит, прогулки если за- он, блин, какой-то баран, которого увести можно легко с пастбища. Что такое? Капздец. за ручку. Мы 100 лет не предохранялись, потому что... Если он баран, то пусть уводят. Если не баран, то он сам останется. Ну, любовь сыграла, и я обо всем просто забыл, то, что нужно предохраняться, так же, как и она. Уже через Да, месяц любовь, я от тебя уйду, если мы не переспим. Ладно, давай переспим. О, любовь. Капздец. после того, как мы начали заниматься сексом, у меня случилась задержка. Да я жду уже 2 недели, но ничего абсолютно не происходит. У меня начинает уже болеть грудь, начинает болеть низ живота. Тут я понимаю то, что нужно что-то делать, нужно как-то это проверить. Я решила купить тест, но боюсь делать его дома. Вдруг мама что-то заподозрит или соседям по коммуналке понадобится уборная. А в чем? Поэтому утром перед занятиями у я них зашла в общий аптеку туалет? и вместо первого урока закрылась в школьном туалете. Подожди, а что мама может заподозрить? Сделала тест на беременность, спрятала его в карман и выкинула на улицу. В чем проблема? Контрольные 5 минут кажутся мне вечностью. А вдруг 2 полоски? А что, если сейчас кто-то войдет и увидит меня с тестом? Я жестко паникую. Тест положительный. Я в ужасе. Что теперь будет? Сказать то, что я сейчас в шоке, я ничего не скажу. На самом деле мне очень страшно. Первым делом надо поговорить с Даней. Я написала ему Такая довольно сообщение. сидит, мне очень Мне теперь страшно. не до уроков, и я в панике сбегаю из школы навстречу с ним. Опа, Капздец. медведь. Говорить хотела. Что ты сейчас хочешь мне рассказать? Я беременна. Ну, серьезно? Да. Что теперь родителям говорить? Я не знаю, меня мама, наверное, точно прибьет. Меня тетя просто грохнет. Тетя, родители твои, я не знаю, что делать. Давай потом это решим. Лучше ничего не буду говорить. А мне сейчас что делать? Давай сейчас в ближайшее время придумаем, что делать. Но сейчас Ты, по-моему, что как-то потихоньку начинаешь сливаться, тебе не кажется? я просто в шоке. А я нет, да? Ну и все. Вот я стою, а мне человек живет. А, еще не живет. Это еще маленькая горошинка, у которой ничего нет. Даже меньше горошинки. Ничего еще у нее нет. Вообще ничего. Вообще ноль. Ты беременна, это как будто сон сейчас у меня в голове, и это ничего не укладывается. Я чувствую, что Даня как-то относится к этому безответственно, начинает сливаться от этой ситуации. На самом деле очень обидно, потому что виноват в этом он, никак не я. Мы так ничего и не решили. Даня испугался идти со Действительно. мной домой. Надеюсь, Никак это не все ты. же просто шок, и он не сольется. Ну а мне Это предстоит в ответственность одиночку обоих, в признаваться смысле? маме. Не ждать же, когда живот Предохраняться вырастет. Лучше уж это сразу. ответственность обоих. Новости Ни хочу одного. рассказать. Какую? Тебе, капздец, текай из Ты города. ненормальная, что ли? Ты головой думаешь? Ты чем думала? Тебе 14 лет. Господи. Мы что делать будем?
Снимать трусы и бегать, мам. Папе как говорить? Ты что думаешь, что мы в одной комнате? Папе пока что не будем говорить. А когда мы скажем, когда у тебя живот, что ли, огромный будет? Нет, как домой приедет. Я вообще в шоке просто вот. Ты понимаешь вообще, что сделали? Какая ответственность это? Ты что, я не пойму, куклу, что ли, захотела? Нет. Деньги. Где деньги брать? Кто работать будет? Данил. У меня нету слов, у меня очень сильная Одни злоба эмоции. на то, что она меня не послушала. Я не понимаю, почему Даня такой глупый, для чего просто он сделал так, чтобы забеременел 14-летний ребенок. Звони ему. Ну посадите вот это Я ему нахрен щас и устрою. все. Я сейчас найду, я вам вдвоем бошки поотрываю. Что ты наделала? Вот я не знаю, ну ты вот, если ты решила жить половой жизнью, почему ты не подумала о том, что презервативы есть на это? Ну, не берет. Если твой не подумал Ну, кстати о... говоря, знаешь что? Не знаю, как в России, но я читала как-то статью, что у нас в Казахстане девочкам, ну, естественно, если она придет к врачу, к гинекологу, если она скажет, что вот, мол, живу, врач там позвонит родителям, родители осведомит, ну, я не знаю, там, как по возрасту, вроде там было написано, что он может и полицию вызвать, и все это, короче, на таком прям уровне, ну, очень серьезном, а может просто как бы позвонить родителям, и вместе с ними поговорить, и просто тогда ребенку каждый месяц будет даваться контрацепция, и причем контрацепция на выбор, или та, которую выберет она сама, то есть если, допустим, ей можно все, или если, допустим, чего-то ей нельзя, они выберут вместе с врачом, то есть, ну вот условно, там, презервативы или таблетки она может выписать, она может прийти, как бы забрать, и все, вроде как даже в любом количестве презервативы, а таблетки как бы, ну на месяц, они рассчитаны на месяц. Почему вот об этом не думают родители? Ну, если они живут вот половой жизнью, ну, купи ты сама таблетки, ну, или отведи к гинекологу, скажи, ну, вот такая ситуация, но вдруг такое случится, ну, подскажите, можно что-то сделать или нельзя? Вот я это говорю, чтобы просто больше людей об этом знало. Мало ли посмотрят какие-то тоже маленькие девочки, узнают, ну, не маленькие, там, по-моему, до 18 лет можно стабильно их получать спокойно, бесплатно. Поэтому вот посмотрит какая-нибудь 17-летняя девочка, чтобы ничего не произошло, пойдет, возьмет эти таблетки бесплатно от государства. Может быть, в России есть так же. На меня смотри! Он не берет трубку. Мне кажется, Чё, о таком всё? должны Может, говорить. сел телефон. Почему ты пришла одна В рассказывать? школах. В школах должны рассказывать. В школах, врачи в школах, везде должны. Родители должны быть осведомлены по телевидению и так далее, что вот есть вот такая бесплатная помощь. Возьмите контрацепцию, но только не совершайте глупостей. Пришел вместе с тобой. Сказал, что занят. Занят? Серьезно? Только детей мы делать не заняты, да? Ну, телефон выключил. Хотя бы где его искать, ты знаешь? Примерно хотя бы. Да. Пошли. Я это не оставлю. Покатились, Меня, мам, конечно, убивает. покатились. Ну, мне, конечно, стыдно за себя. Ладно, шучу. Нормально. Потому что мы с ней разговаривали, и я ей обещала, что как минимум до 16 лет нет. А тут я к ней еще прихожу снова с ней о том, что я больше не девственница, а то, что я беременна. Капдецы это от одного раза, да, получается? Звездец, тут фартануло. Я знаю, где Данил обычно тусит с друзьями. Конечно, стрёмно, что мама сейчас нас опозорит со скандалом, но я уже не могу ее остановить. Ну, блин, погода, конечно, холодно. Я не могу вообще. У нас сейчас есть, это автобус. Подожди. Ты что стоишь? Ты почему не пришел, не сказала мне то, что она беременна? Я хотел. Когда ты хотел? Ты почему трубки не взял? Понял? Ты что молчишь, я не поняла. Иди сюда. А что он стоит, бухает, что ему? Ему все равно. У него, видишь, какая гулянка-то. А что происходит, я не могу понять. А вы не в ты курсе? разве не в курсе? Нет, то, что ну, я ничего не беременна, а он решил, короче, по-тихому слиться. Сказал то, что мы придем решать вопросы, а он здесь стоит, бухает. Да ладно, а Это ты что чё? нам не сказал-то? Ну, так получилось. Как получилось? Ты что думал? Иди, отсыпайся. Поняла? Не сиди тут, не стой тут пиво пей. Чтоб У нас завтра ещё пришел папа на дома. разговор, будем разговаривать. Да. Да ты что не сказал-то, а? Да так получилось. она Пацан в шапке забеременела вообще 14. угарный такой стоит. Сколько ей лет? Ему вообще 14. фиолетово. Не повезло тебе, конечно. Я боюсь больше то, что меня еще просто по щелчку пальца оставят вот с этой проблемой. А он скажет «до свидания». Ну, от Да, конечно, вероятности может, не с легкостью. собираюсь прятаться как-то тоже, скрываться. Я просто еще до конца не осознал. Просто мне нужно прийти в себя. Я ему очень сильно сочувствую. Если бы я был на его месте... Вот я пацаны бы нормально был выглядят. в очень Как будто сильной лет растерянности. 18, им 17.
А девочки, блин, я не знаю, на следующий день, как будто им Утром лет папа 40. вернулся с вахты, и мама решила 30, рассказать ладно. ему все сегодня же. Я позвала Даню. У нас новость есть. Дочь наша беременная. Это как? Показала, тест мне пришла. А я что-то говорил, да, по-моему? То, что не надо пускать было вот этого человека, да, в дом? Говорил. Вот смотри, вот что вот от него, вот от этой ранетки получится? Вот что от него получится? Ты работаешь? Буду работать, придется. Будешь работать? Придется, ё-моё. Так ты будешь или нет? Буду. Ты куда смотрела? Я ей говорила, чтобы этого не было ничего. Говорила я тебе? Ну, молодец, слушай, батя. Батя на вахте, он как бы работает, зарабатывает. Она занимается тем, что ей нравится. Молодец, слушай. Молодец, что он ее штырит, молодец. А вот, кстати, я не поняла, сказали, когда родители были на работе. На какой работе? Папа, ладно, уехал на вахту, да, я так понимаю, больше работы у него же нет. А мать на какой работе была? В смысле, она с выездом ездит как-то Таро раскладывать? Ну, тогда ладно, тогда понятно. Ну, не на весь же день. То есть как-то она... Ну, все-таки она должна была, да, следить, в принципе. Если он мужик, он зарабатывает, он прям берет на себя всю эту ответственность, то тогда, ну, правильно, молодец. Да. Говорит, куда ты смотрел? Да, ребят, вот вы в натуре кашу сварили, да? Но я же не бросаю, я Из не топора. отказываюсь. Ты, короче, меня дочь поразила прям наповал, прям убила. Еще было бы над кого, ё-моё. Папа, конечно, в ужасном шоке. Мне перед ним тоже стыдно. Ну, приблизительно я ожидал от него такой реакции, потому что это все-таки отец и дочка маленькая. И я думаю, что я бы так же сделал. И как-то я не испугался его реакции. Это ожидаемо. Кобздец, я бы сделал так же. Вот знаешь, что вот всегда важно? Когда на тебя обижается какой-то человек, или когда ты делаешь что-то, да, в этой жизни, ты должен думать о том, не как подумает кто-то, а о том, как ты будешь чувствовать себя, если с тобой поступят так же. Вот это важное правило вообще жизни в этой жизни. То есть, если вот твоя дочь прибежит к тебе в 14 лет и скажет, вот мы с ним переспали, и не просто беременна, а вот, допустим, на моменте переспали, да, и скажет, переспали, я не хотела, чтобы он от меня уходил, как ты на это отреагируешь? Ты будешь этому рад? Как вот ты сейчас рад переспать с 14-летней, ты также будешь рад своей дочери, что она переспала с кем-то, чтобы кого-то удержать? Нет, блин, ну, значит, включи голову и пойми, что вот если тебе это некомфортно, то это может быть некомфортно и другому человеку. На следующий день мама повела нас обоих в клинику, чтобы чё мы она- сделали а чё они в УЗИ. тапках? Вдруг тест В ошибочный. этой клинике в тапках ходят? Я вас поздравляю. У вас Спасибо. прекрасный эмбрион размерами 15 миллиметров, что соответствует 7 неделям, 6 дням. То есть беременность все-таки есть? Эта беременность есть, беременность продолжается, и живой эмбрион. Кобздец, все Это такие ваш недовольные, малыш. врач такой, поздравляю. Вот он, бьется сердце. Здесь все хорошо, здесь никаких патологий нет. Все развивается в соответствии вашего срока. Прекрасно. Понял. Я сижу, у меня слезы от того, что я не знаю, что делать. Он не осознает всю серьезность этого дела, что вообще он наделал. Я напугана. Да, конечно, не ведь я ничего осознает. не знаю о том, как быть мамой. Он вообще С такой в учебой возникнут пространстве. проблемы. С другой стороны, теперь у нас с Даней будет семья. Где родители твои? Надо им Сколько сообщать, счастья. надо что-то делать. Жениться. Надо. Я сам рос без отца. Вот знаешь, я смотрю и осознаю, что мне далеко не 16, но я до сих пор боюсь забеременеть в 16. Я до сих пор этого боюсь 25. А эти дуралеи в 14 такие, здравствуйте. И представляю, Такие, как зато вот у нас будет семья. О, вау. Я сейчас думаю, семья такая, о май гад, как это будет сложно. Они такие, е это будет Виолетте сложно, если я брошу, так как, сделал уже поздно давать заднюю. И раз уже это случилось, мы оба должны за это нести ответственность. Ну да, кстати, молодец, У оба меня нести тошнота ответственность. по Только утрам, главное, чтобы она это сонливость, поняла. слабость. А Иногда то мне она думает, становится что он нехорошо виноват. в школе. Сегодня Оля заметила, что мне плохо, и я решила все ей рассказать. Я даже не знаю, как это сказать. Давай как есть. Я беременна. Ты издеваешься? Да я бы тоже посмеялась, если бы ты показала одна полоска, не две. Ладно, все. Не переживай. Все Не будет хорошо. переживай, Я сочувствую всё Виолетте. Я не переживем. представляю, как в 14 лет можно было бы остаться с маленьким ребенком, с непонятным отцом. Это очень и очень тяжело. Я позвонила бабушке и рассказала о беременности. Она приехала в этот же день. Дуд, мне кажется, ты плохо разговаривала с Виолеткой. Мама, ну начнем с сколько того, не что было. она вообще с тобой жила, да? Так жила она когда? Она приезжала ко мне, то и дело. А ты ее отпускала. Ну, я, получается, тоже в 16 родила. Повторила твою судьбу. Ну, повторила. Значит, ты тогда и Она меня ее тоже плохо воспитала. превзошла, Чтобы а не твоей судьбы не повторила. было, надо было разговаривать с ней.
Я и так на своей жизни тоже все говорила, а толку никакого не изменилось. Люда, но это не муж. Здесь я их Его тоже что, не не видно? оставлю. Натуральный. А что у нее, подожди, на лице? У Сейчас матери. начнутся, да? У И них всё клопы, ляжет что на ли? твои плечи. Я вообще даже... У них, смотри, у них клопы. Как много, смотри. Но они, получается, вот смотри, как прям в линеечку, вот прям по полосе такой тык-тык-тык-тык-тык, идут эти. И вроде не от уколов следы, а именно как вот укуса, как будто комарины, но комар так не кусает вдоль, прям в линию. Так кусают клопы. Но на руке только один укус. Возможно, клопов еще не сильно много. Даже в уме не могла представить то, что она бы забеременеет в 14 лет. На Это прыщи ужас. тоже не похоже, Мне только так век не самой похож на тяжело, прыщик. еще она так натворила. Ну, теперь, хочешь, не хочешь, а теперь моя хорошая. Не плачь, моя сладкая. О, Люда моя когда-то родила. Сначала 16 обосрали лет. друг друга. Дочку оставила мне, а сама А потом поехала устраивать свою обниматься. жизнь. Повторяет Виолетточка судьбу мамы. Ну вот как она будет справляться, когда она еще жизни-то не видела? Я считаю, что мама не доглядела, она виновата. Я думала, то, что свой опыт, который я ей расскажу, что это будет для нее тот опыт, который она не будет тоже проходить, как бы мой путь. Ну, глупо надеяться на то же самое. Ну, в смысле, на то, что что-то изменится. А что ты делаешь? Если она толком с ней не общаюсь. говорила. Не хочешь пообщаться о том, что у тебя девушка беременная? А ты здесь при чем? В смысле, я тут при... Ты... Пошли, подожди. Подойдем. Я просто общаюсь. Ты не общаешься, ты стоишь с ними флиртуешь. А что такое? Ты куда-то шла? Иди. Я сейчас договорю и пойду. Куда ты пойдешь? Ты сейчас пойдешь домой. К Виолетте. Хорошо, пойду домой. Зачем тебе сразу звонить? Пускай она знает. Что ты головой машешь? Виолет, Данил сейчас твой. Я иду возле колледжа, а Данил стоит с какими-то девками, разговаривает. Смеется, хихи-ха-ха. Я откуда знаю? Говорит, что учится с ними. Передай ему, что он будет. Давай. Давай. И что, тебе облегчило вот это? Да. Оля в моих глазах потому что она лезет куда ей не нужно. И Но она знать подругу она ничего спасает. не Что, она знает, тебя, что ли, зато спасать говорит должна? очень много. Ну, я знаю то, что Оля мне никогда не соврет. И девочки на него смотрят, и он на девочек смотрит, и он это даже не скрывает. Поэтому тут мне кажется то, что он все-таки виноват. Капздец, девочки на него смотрят. Было бы на что смотреть! Я стала звонить Дане, но он игнорит. Я боюсь, что он уйдет к другой, поэтому попросила О, маму сделать фига себе. расклад Таро. Ну, конечно, вот сразу видно. Карты такие красивые, золотые. Да, правду сказала. Да. Было все, было с девушкой. Даже как будто, наверное, ей даже и цветочки, возможно, подарил. Ну, прямо от него, да, действие. Есть, это все видно. Расписаться вам надо. И прям, После этого? Ну, ты видишь прекрасно, какой он. То есть тут в любом случае, как бы, если ты хочешь его удержать, да, один единственный вариант – это расписаться и жить с ним вместе. Ну да. От гадания мне стало еще тревожно. Вообще был еще вариант до этого, это ничего не делать. То есть изначально видеть какой он, и не пытаться его удержать с самого начала. Но по картам нельзя сказать на 100%. Ого, как Просто он коробочка болтал прямо. с кем-то по учебе или подкатывал к девчонкам. Мама решила срочно идти к Дане домой и выяснять, какие реально у него намерения. Я Людмила, мама Виолетты. Так, а Виолетта у нас кто? Это девушка Данила. А родители где Данила? Ну, как бы Данил просто чаще всего у нас находится. А, то есть, ну, как бы вообще В основном, ответственная да. вы за Ну, него. на данный момент, да. Они просто не общаются с мамой. У нас Виолетта беременная, а ей 14 лет. Это шутка? Нет. Что делать-то будем? Ну, вы только на него-то не скидываете ответственность. А на кого скидывать? Ну, виноваты оба, вы просто Ну сейчас да, как бы оба, это но в любом понимаете, не случае, я понимаете. говорю, ответственность-то он же решил папой стать в этот момент. А почему не Когда она он делал? решила? Ну, я думаю, что за это мальчики отвечают. Как бы, Почему по не идее. Нет, я девочки, думаю, что за это отвечает стереотип, только старший мальчики? Виноваты оба, не кто-то один. Пускай расписываются, пускай какую квартиру, я не знаю, им снимать, надо как-то помогать им. Ну, у нас как бы тоже не хоромы. У меня у самой еще 10-летний ребенок. Мы вообще живем в коммунальной квартире, и как это все делать, я вообще не представляю. Не, Раз ну уж мы такое себе дело. на шею точно не будем, Данил. Ну, Ты пойдешь конечно, на нет. работу. Днем мы учимся, ночью работаем, раз захотел семью. Придется, наверное. Мы же не для этого работаем, чтобы тебя содержать. Ну, конечно, я предполагала, что у него есть какое-то общение с девочками. Но я просто не могла предположить, что настолько это все может далеко зайти. Вот это вот самый просто шок. Как ему дальше вообще поступать, как растить ребенка. Они сами дети и создали такую историю, как у взрослых.
Какая интересная ссора была, даже говорить ничего не захотелось, залипла, прям до родов В 31 последнее время у неделя. меня усилился токсикоз. Ходить в школу уже тяжело. Поэтому мама записалась на прием к директору. Обсудить мою учебу. Конечно, ситуация сложная, но учиться надо. Тем более впереди экзамены. Поэтому давайте как-то Она в каком выберем классе? В 9-м, если впереди экзамен? Или как вот домашнее, да, можно Ну, продолжить, если вам чтобы она ближе уроки эта делала? форма, то, конечно, возможно, и эта форма обучения. Мне нужно писать заявление, да, на семейное Да, пишите обучение? заявление, приносите. Это очень тяжело, так как нужно самим учить уроки. С ней никак не занимаются учителя. Мы все делаем сами, то есть Да, своими конечно, это силами. ужасно. Мне нужно разрешение на женитьбу. Дань, ты вообще представляешь, что такое жениться хочу? Это не в магазин за хлебом сходить. На что ты будешь содержать? Ты учишься, ты еще не работаешь. Мне рано или поздно найду работу. Давно ли ты вообще, в принципе, знаешь эту Виолетту? Ты ее любишь, там какие-то чувства, что есть? Ну да. Что ну да? Ну да. Это несерьезно. Мне кажется, ты просто еще совсем не осознаешь, что происходит. На свадьбу очень много денег надо. Ну, не прям свадьбу, но хоть как-то погулять. Ну, хоть как-то можно шашлык за сараем пожарить. Хоть как-то. Я думаю, что сейчас нужно жениться, потому что, это ответственность уже все. И, Ну, слушай, молодец. Между нами любовь, это, 100%. Меня прям... Нет, слушай, молодец. Хороший. Хороший парень. Хороший. Угу. Молодец. Прям конкретно молодец. То есть он не кинул, он не бросил, он не сказал, я не хочу жениться. Потому что я помню, были выпуски такие, когда говорили, да, придется жениться, а в итоге потом, когда парни обсуждали со своими родителями и говорили им напрямую, что я не хочу жениться, что мне делать? Вот, а этот пришел, говорит, надо жениться, давай мне разрешение на женитьбу. И я сомневаюсь, что он пойдет работать, я сомневаюсь, что он будет прям, ответственно к этому всему относиться, но мне кажется, что пожениться, они поженятся. Вот, намерение у него такое есть. Он ее не любит, она его не любит, это привязанность, это прям просто обычная привязанность, это не любовь. Вот, но... свадьба, мне кажется, будет. Вот. И это мои ставки, понятно? Это мои ставки на эту серию. Бесит. То есть это он официально себе приговор подписывает. То есть он уже не сможет там уйти или еще что-то. Но я, конечно, своему племяннику жизнь представляла немножко по-другому. Воспитывать надо было мать, сразу объяснять. Вот девочки объяснили, презервативы, контрацепция. А ты что-нибудь сказала? Ты ничего не сказала, по-моему. На следующий день она говорит, я думала, что у него есть отношения с девочками, но говорить сам бы догадался, да, о презервативах. Я говорить об этом не собираюсь. Прикольно, да? Сказал мне, что хочет прийти поговорить с моими родителями. Короче, я решил жениться. Батя у нее четкий, а? А как жениться? Скажи, прям есть на чёткий, это классный. деньги? Либо просто расписаться? Без платья, там, без всего вот этого, или как? Я хочу платье. А у него есть работа, чтобы он тебе мог платье позволить? Или вы думаете, что мы вам его купим? Найдет работу. Да, где я найду работу-то? Я учусь. Есть сейчас подработки. В интернете все есть, все возможные подработки. Грузчик. Я успевать не буду. И спину надрывать 17 лет работать грузчиком. Иди доставщиком. 17, Иди ага. охранником. Торговый центр куда-нибудь ночью охранять. Да. Зачем тогда мне нужен такой мужик, который не сможет мне этого позволить? Хорошо, я заработаю. Ну, посмотрим. Я всегда с рождения хотела себе Молодец. шикарную свадьбу, чтобы это было просто вау. Я хочу белое роскошное платье, чтобы вот именно в этот момент все завидовали. Здоровый Не, лось. объективно, надо понимать, да, если ты всю свою жизнь хотела шикарную свадьбу, значит, в этот момент, когда ты могла забеременеть, надо было осознать, что, мать, я хочу шикарную свадьбу, если я сейчас забеременею, у меня нет ничего для этой шикарной свадьбы, давай-ка мы с тобой подождем. Вот. Хотя бы, я не знаю, отправила бы за контрацепцией, да. А, всю жизнь мечтала и подумала, что это само платье появится, как в Золушке, прилетит фея крестная, наколдует, все, карета, принц, белое платье, пошла под венец. И не хочет идти работать. Даже после учебы, даже доставку можно пойти. А он не хочет этого. Он Кстати, да, идет домой на доставщики. готовенькое. Я думаю, что родители помогать должны, так как и лет мало нам, да и в принципе как-то от души. То, что они говорят, то, что От души. не будут нам помогать. твоя это, мне пусть кажется, помогает тётя. слишком дерзко с их стороны. Твоя-то тетя тоже сказала, что помогать не собирается, до рода в 28 недель. Сегодня у меня первый скрининг. Даня не смог пойти со мной, потому что нашел работу грузчиком. За смену будет получать 1500 рублей. Вот ваш малыш.
Он прекрасно себя чувствует. Прям Мы голова. видим ручки, мы видим ножки, видим Прям носик. реально видим, слушай. Значит, он так сам шевелится? Да, это он так шевелится. Он с вами играет. Сколько я смотрела всяких почувствуйте скринингов в «Беременна 16», никогда не понимала, где там вообще ребенок. А тут прям видно, прям Все у вас классно. хорошо. Ждем вас на второй Но скрининг. на последнем Но кадре где не я видно вижу, было. что внутри меня живет этот маленький человек. У меня шок. Как человек вынашивает человека. Крышу уносит. 31 год я вообще не понимаю и не могу представить, как я стану бабушкой. Это уму просто непостижимо. Да, звездец, мать. Ты еще сама родить можешь третьего. Это Данила, группа. Скажите, пожалуйста, не могу вообще до него дозвониться. Уже написали сообщение. С ним все хорошо, может, заболел? Ведь он у меня на занятиях. Все хорошо. Он как не ходит на занятия, не в курсе. Он уже вообще 2 недели у нас не появляется. Вы там как-то посодействуете, потому что мы его так такими подвигами отчислим просто однажды. И Все, поняла вас. Сейчас разберемся. Спасибо. Угу. О, спит на Данил. кухне. Прям на полу, нифига себе. Данил. Жизнь мечты. Ты в колледж собираешься просыпаться? Нет, я после ночи. После какой ты ночи? Я после работы. А почему ты не ходишь в колледж? 2 недели уже. Потому что я не успеваю. А как? А ты же сказал, что ты будешь успевать. Ну, так получается. Получается все так, что ты не учишься, хотя ты обещал, что ты будешь совмещать и учебу, и работу. Академ возьму. Какой академ ты возьмешь? Ты вообще ненормальный? То есть мы Я же тебя могу растили, тоже. я тебя растила для того, чтобы ты стал грузчиком. Это в лучшем случае. Или дворником. Ну, блин, пока не куда деваться. Надо совмещать. Кстати, как-то. дворником я мог против устроиться. этого вообще всего. Если ты думаешь, Часа что в ты будешь 4 у утра нас сидеть на вставать, шее, то так тоже убираться не и идти прокатит. на пары. Все, сейчас спать хочу. Зато полночи бы спал. хочет. Вставай и иди на учебу. Нет, я не пойду, я больше не буду учиться. Я боюсь, что его сломает эта семейная жизнь. После академ отпусков возвращается единица, а он не из этой единицы. И это я прям гарантирую. Через неделю. Даня взял академ в колледже и продолжает работать Ох, грузчиком. это Стал что, выходить пустые в ночные коробки смены, грузит? чтобы скопить побольше денег. Че сидишь? Я устал. Устал, а ребята работают, что ты устал? Я постоянно за тобой бегаю, слежу, постоянно везде сидишь. Ничего мне позвонить нельзя, что ли? Нет, не первый раз, не первые замечания у тебя. Ребята постоянно жалуются на тебя. Ну все, последний раз сейчас. Нет, не последний раз. Ты у нас больше не работаешь. Я вообще не понимаю, что мне теперь делать, потому что, ну, я пообещал Виолетте платье белое. Ну, я думаю, то, что сейчас на него рассчитывать вообще никак. А Не, свадьбе- я еще понимаю, если бы он учился, да, вот действительно учился, работал, работал, если бы он вообще не отдыхал, да, если бы он сидел, постоянно что-то делал, ходил, если бы он не высыпался, ну, он, получается, в школу не ходит, в колледж, он весь день спит, на ночь выходит на работу, ну... В чем проблема? Да вот чего ты устал? Ну, вы же по-любому можете по очереди отдыхать с грузчиками, да? То есть, допустим, 2-3 часа поработали, по 15 минут каждый отдохнул по очереди, потом часик. Все нормально. Шикарный там вообще подавно. Узнав, что Даню уволили, родители решили, что Я переносить сомневаюсь, дату что прям свадьбы. все работают всю ночь и вообще не садятся ни разу. Они садятся просто в оговоренное время, да? Ну и садись так же, чем ты лучше-то них. Смысла нет. На торжество пришли только Тем более папа с мужик, братом. понимаешь, Мама чтоб девочка приболела, была. а тетю Даня звать не захотел. В общем, ни гостей, ни платья, ни праздника. Даже кольца серебряные, а не золотые. Позорище. На основании вашего Ну, куда желания и деваться? согласия, в присутствии близких и друзей, ваш брак регистрируется. Я прошу подписями Пацан так на скрепить папу ваш похож. семейный союз. Такие прям одинаковые, прикольные. Объявляю вас законными супругами, мужем и женой. Прошу обменяться кольцами. Такая свадьба, такая роспись, это просто отвратительно. Я не такое себе представляла, я не о таком мечтала. Настроение просто отстой. Я очень расстроена и обижена на то, что он не сдержал свои обещания. С мамой переговорили. Вот. Первое время можете пока пожить у нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне тревожно за Виолетту, потому что я вижу, что с каким человеком она находится рядом. Ну, мы решили с Людмилой, чтобы пожили они в первое время у нас. А там дальше мы посмотрим, как он будет себя проявлять. Из ЗАГСа мы с папой и Захаром поехали домой, а Даня пошел собирать свои вещи. Че, прям вместе? А ты что делаешь? А я бы не Я всё, хотела, Виолетте чтобы такой переезжаю. мужик жил у Мы нас. поженились. У меня в Еще доме. раз? Ужас. Мы поженились.
А то есть меня оповестить и уж тем более пригласить, видимо, не надо было, да? А чего тебе мотаете? У тебя работы много, мы скромно, мы не гуляли. То есть я тебя растила, а ты меня даже не удосужился позвать в ЗАГС? Посмотреть, как ты расписываешься? То есть ты просто берешь вот так вот и уходишь? Ну, как бы странно, Я в да, шоке странно, просто. слушай. Так получилось. Что за дурацкая фраза? Ну так получилось. И так всю жизнь. Ну так Меня тоже бесит эта фраза. Когда ты что-нибудь у человека спрашиваешь, зачем, а он такой, ну так получилось. Ну иди ж, посмотри, же, естественно, само взяло и получилось. Ты вообще ты никак в этом не виноват, ты ничего не делал. Само как-то вышло. Все. Свободен, я в этом больше не участвую. Мне от этого всего плохо. Пока. Неблагодарные. Мне до глубины души обидно, что я человеку помогала всячески, а по итогу мы, получается, чужие, и вот на этом все, вот такая произошла благодарность. Мне неприятно, прям до слез. Ну, еще бы, да. Но он вообще ужасно, конечно, поступил. Я думаю, ну не позвал, наверное, ну, она сказала, что не хочет через 2 недели, а получается нет, она 2 недели мы с ничего Даней не летимся в говорила. коммуналке. Он до сих пор Но не мог бы и работает. позвать Говорит, тогда. что из-за возраста не берут. В чем Хотя даже проблема? мои одноклассники постоянно выходят в ТЦ промоутерами. Я думаю, Даня просто ждет денег от моих родителей, а вместо поисков подработки зависает с друзьями. Ты че, колхозный, вообще что ли с ума сошел? Че? Ты что делаешь? И че? Ты вообще, что ли, я не пойму? Да ладно, мам, чего вы, блядь? Ты вообще... Антон. Ты чё? А он пьяный. Ты куда еще в грязном сел? Да ладно, блин, че ты? Шо, не понял, что? Иди раздевайся. Чего раздеваешься-то? Ты какой-то, по-моему, неадекватный немножко, да? Ты пьяный, что ли, пришел, не пойму? Так отдыхал немного. Виолетта, мне вот это надоело все. Едете к бабушке, живете там, значит. Раз вы не хочется по-нормальному. Пойду я к бабке. А, не поедешь, тогда Почему? на улицу ты пойдешь жить. У тебя не вариантов. Родственники, друзья, езжай к ним тогда. Ну вот иди туда, где гулял. Пускай там тебе и спать стелют. Здесь мы не согласны с вами жить. Иди, раздевайся и спать ложись. Завтра собирайте вещи и давайте и валите отсюда. Я в деревню к бабушке не хочу, потому что в Самаре у Не меня хочу. друзья, а чем на Ой, деревне торчишься? Ходит Даня и Заплачь платит, еще. деваться нам некуда. Мы вынуждены ехать Звездец. в деревню. На аренду квартиры Не, знаешь, я денег бы не нет. поехала. Я бы не поехала. Я бы сказала, иди, вон, живи у своей тети, дальше продолжай. И иди живи, я буду здесь, все. Ты мне, главное, денег отчисляй. Можешь даже не всю зарплату, пожалуйста. Вот на меня и на ребенка. Отчисляй все. Мне 60-70%, все остальное себе забирай, тебе хватит все. А как бы ехать куда-то с таким человеком, ну действительно, а что они сейчас в поселке будут делать? Там же вообще работы нет. Если здесь он в городе якобы не смог найти, но в поселке он и подавно не найдет ее. Нет, а со своей тетей Даня даже говорить боится. Содержать я вас не собираюсь. Питаться. Как будем питаться? Отдельно. У нас нет пока что денег. А я тоже вас кормить не могу. У меня пенсия. Придумаем что-нибудь в ближайшее время. Это ты будешь до ближайшего времени лежать? Так выходит? Да, Нет, прикинь, Ушки, баба. пойдешь работать. Бабушка, в смысле, А имею ты в виду. приехала. Будешь помогать В смысле, мне. я баба, это бабушка, я имела в виду. Я свою так и называла, баба Наташа. Вот. Не бабушка Наташа, так что я нормально, в нормальном контексте. Данила мне не нравится, потому что он лентяй. Работать не хочет. Хочет вкусненько покушать и сладко поспать. Через неделю. Бабушка нашла Дане подработки в деревне. Ему приходится вставать рано, расчищать дороги от снега, соседям колоть дрова, вывозить навоз. Работа физически тяжелая, но других вариантов здесь Не, ну нет. ладно, хоть То, что есть. мне бабка нашла работу, это унизительно, потому что платят копейки, колю дрова, кидаю снег. А надо и, было не грубо выпендриваться говоря, грузчиком спасибо. работать. Не попутал ничего? Чё? Ни привет, ни здрасте, ни до свидания. Не обнял, не поцеловал. Я устал. Ты за все это время вообще внимания не уделял. Я работаю. Я Одному устал, даже мне доброго слова холодно. не можешь сказать. Не то чтобы уже обнять. Ты сама виновата. Ты меня притащила в эту деревню. Твои родственники отправили меня работать. А, то есть работать вообще не надо было, да? Охренеть. Он, главное, Куда бухал. собрался? Напишешь, позвонишь. Он, наверное. главное, бухал. Да, бухал. Их выгнали из дома обоих. Они приехали к бабке, бабка нашла ему работу. То есть он сам во всем виноват.
А теперь, чтобы просто прийти сказать хотя бы привет, как дела, или поцеловать, или все сделать сразу, потому что это секундное дело, все вместе. Он говорит, ты виновата, и я на тебя обиделся. Звездец. В смысле? Прямо. Ушел я, потому что, ну, просто это уже все, это, ну, невыносимо. Задалбливают капризы Виолетты. Бабушка тоже Какие лично капризы? мобильная, значит, Поцеловать? насчет работы. Сказать Я привет — думаю, это что каприз? разрулить ситуацию буду Обнять? тем, то, что пойду на работу в городе. И, в принципе, не хочу я жить с бабкой в деревне. Даня не ночевал дома. Нормально. На следующий день он мне не ответил. Наверняка Приколдесно. тусит с друзьями. А у меня сегодня второй скрининг, и я узнаю полмалыша. Поэтому для поддержки я взяла с собой Олю. Ой, какой хороший малыш. Посмотрите. Ручки, ножки, все На Даню прекрасно. похож. Это у него глазки, так? Да, это глазки. На Даню похож. Да. Похож, похож. Давайте посмотрим, кто это у нас тут. Кто вообще Что такой вам Даня, скажет? да? Девочка. Это девочка. Вот эта девочка. Какая же это Мальчик? девочка? Это мальчик. Это самый настоящий мальчик. А вы что там видите вообще? Плаценточка, пуповинка плавает. У нас никаких обвитий нет. Все замечательно. А с самого начала беременности мы с Даней думали, что там будет девочка. Но я не расстраиваюсь, потому что это мой ребенок. А как они Бог там дал, мальчика того увидели? пить буду. Будет какой-то Даня. Да. А он где вообще сейчас? Я не знаю, где он. Ну, как ты можешь не знать, где твой мужик? Мы с ним просто поругались, и все. У тетки он не может быть на 100%. Ну, они А вообще, в принципе, поругались где? вообще. Может быть, у Рената. Это его такой единственный друг. Ну, значит, пошли к Ренату. Его нужно найти, ему нужно рассказать. О, А если нас ребенка. пошлет куда Так подальше? прикольно снимают, смотри. Видимо, они снимали прям в клинике, и, возможно, было какое-то частичное разрешение на съемку. Но когда они начали снимать, закрыли дверь, получается, в стекле стала отражаться тетка, и они, видимо, такие испугались, и такие тык-тык-тык-тык с камерой такие за стенку отошли, из-за стены снимают. Такая смешная съемка. Не пошлет. Я этого вообще не понимаю. Он ее оставляет одну, фактически. То есть иди, Виолетта, там по больницам ходи, а я пойду с девочками гулять, я пойду куда-нибудь с мальчиками гулять, я пойду пиво пить, и все, в принципе, у меня в жизни хорошо. Ну что это такое тоже, правильно? Ну, конечно. Оля настаивает, что Не, мы ну должны молодец, пойти девочка. домой к Ренату. Понимает. Думаю, это хорошая идея. Либо Даня обрадуется новости о сыне и одумается, либо мы окончательно расстанемся, и эта нервотрепка закончится. Данил у тебя? Нет. А где он? А я что знаю, мне не звонит, не пишет. Смотри, нету его здесь. Он к тебе так мог пойти. Я Ты здесь его не лучший при друг. делах. У него девушка беременна, а он где-то шляется. Нормально? Вы на него надавили, он ушел. Он старается, а вы его просто не можете послушать. Чем он старается? Он ищет работу. Ищет. Он пытается Сколько ее найти. искать можно? Говоришь, нету. Оба-на. А ты что, ты Привет, что Данил. тут делаешь? За продуктами ходил. За какими продуктами? Такой покрывает, за продуктами ходил для нас. Для каких Я его нас? знаю больше, чем тебя, больше, чем И тебя. что? Мы со скрининга пришли. Так, У тебя будет мальчик. круто. Рад? Рад. Оно и видно. Я работу нашел. 20-25 готов платить. Ну, давайте отложим эту, скажем так, ссору. Нужно радоваться тому, что скоро у вас появится мальчик. Так что давай, держись, Виолетта. На него сильно не ругайся. Все будет хорошо. То, что у меня будет сын, я рад. Ну, то, что, ну, все-таки наследник. Лучше бы расстались. Только пока чего неизвестно. Хотя, блин, нет, они женаты, да? На алименты не подашь. Надо разводиться. Капздец. Я горжусь своим мужем, что он не просто поехал развлекаться с пацанами, а Только нашел поженились и стабильный сразу заработок. разводиться. Отец Рената устроил его Какой на тряпочка автомойку в розового городе. цвета. Он будет ездить на смены из деревни. Мы к вам с сюрпризом. Привет. Чё, привет. Мы уже знаем пол ребенка, а вы еще Ну не ты знаете. Да. Здрасте. Привет. Нифига себе целовашки. Ну, не знаю, девочка, наверное. Мне кажется, девочка. Бабах. Мальчик. Поздравляю. Ну, прям, слушай, видно, что они давно не пересекались. Прям такие все радостные, прям вот две отдельные семьи. Что, дедушка? Интересно. Ну, еще бабушка. Что, не определились, как называть будете? Че, пока что не думать. Что, дед, надо думать, коляску покупать. Ну да. Что, Голубенькую. подарок будем покупать теперь?
парень-внук, у меня очень прям душераздирающие чувства. Я сейчас даже заплакал от того, что узнал, что будет парень. Я очень рада, что родится не девочка. Возможно, у Виолетты не будет таких ошибок, что и она воспитает также ребенка, что и у нее Так дочка подожди, родит у в таком пацана раннем такое возрасте. же может быть. У пацана такое же может быть. От этого никто не застрахован. Даня каждый день ездит До рода на новую работу до на родов 19 электричке. недель. Я его практически не вижу. Уходит рано, деревни, возвращается что ли? поздно. Но я не расстраиваюсь, потому что наконец-то у Дани будет стабильная зарплата, и мы сможем купить нашему сыну все А что он необходимое. спит-то? Вставай. Че? Вставай на работу. Не поеду сегодня. В смысле, ты не поедешь? Я устал. От чего ты устал? Я просто от всего устал. Лежать глазками хлопать? От этого ты От устал? бабушки устал, от деревни, от работы, от всего устал. Я не поеду сегодня. Ты поедешь Все, сегодня? давай. Давай. Все, давай. Так это оказывается так просто. Типа, я не поеду сегодня, ну ладно, хорошо, не приезжай, да? Я-то думала, я думала, там вообще работаешь, постоянно ходишь, отдыхаешь только 2 раза в неделю. А тут, оказывается, вон как легко. Алло, здравствуйте, я не поеду, окей, ладно, отдыхать. Отлично. Ты нормальная? Вставай. Смешно вообще. Я Вообще думала, в нее ненормальный, кинет. чё? Ну, ты сама довела. И что здесь такое? Аккуратно. А? И что здесь такое, я спрашиваю? Он на работу идти не хочет. Я тебе говорила, что он лодырь и лентяй, что он не хочет ничего делать. Так, Давай. бабушка, на Отсюда. стекло не Давай, наступи. убирай мочё свою. Бабуль, Давай. перестань. Что перестань? Я тебя предупреждала, Бабуль, что он я тебя лентяй и просила не тунеядец. лезть. Ну зачем ты лезешь, Он бабуль? ничего не хочет делать, Виолет. Ну куда ты пошел, я тебя спрашиваю? Удачи вам. Чего? Да подожди ты! Виолет, он не будет работать, он так и будет лежать. Бабуль, ну блин, мы сами с этим разберемся. Что творишь? Эй, а куда пошла-то? Господи, о, дурдом, а? Я просто Какие- устал. какая у я них сказал. квартира, интересно? У них входная дверь, за входной дверью получается стол обеденный. Это типа летняя кухня или что? А, как я звук выключила? Как это, подожди, где мышка? Как это произошло? Потому что я не конь ломовой, чтобы пахать. Остаться в таком случае тоже не могу. Во-первых, она выгнала моего супруга. Так Куда еще она одеться успела? и начала лезть туда, куда ее не просила. Я с тобой пойду. Ну что случилось? Ну что ты бесишься? Да идите вы все. Я устал. Я не собираюсь здесь жить. Ой, ну рюкзачок забрал, молодец, помогает. Поехали к тетке твоей. Нет. Даже не говоря об этом. Ну там мама говорила, скоро папа на вахту уедет. Может быть, она нас пустит. Давай, позвони. Мам, привет. Ну, мы, короче, с бабушкой поругались. Можно мы к тебе приедем? Ну, я тебе, если что, потом расскажу. Все, хорошо, давай. А чё они на улице сидят? Я сказала приезжать. Там же здание есть. Я себя какое-то. чувствую какой-то бродягой из угла в угол. Уже Или они просто боятся не хочется успеть опустить перейти? руки, потому что я не думала, что в моем возрасте будут на самом деле такие тяжелые проблемы. Только с одним условием. Ну, вы будете питаться отдельно. Помогайте коммуналку платить. Ну как помогать? А то они уже будут половину оплачивать. Они же здесь проживают тоже. Наполовину, да. Я думаю, что они хотят нас как-то проучить, так сказать. Я Ну думаю, нет, это все что логично. это глупо. Они сразу сказали, мы не хотим за вас платить, все нормально. Через 3 дня. Папа уехал на вахту и вернется только после рождения малыша. Я надеюсь, что без него мама станет помягче относиться к Дане. Ведь он в итоге не прогулял смену, и его не уволили. Виолет. Да, он что, еще и на не успел? Идемте сюда. Я вам освобождаю полку. У вас теперь будет своя полка в холодильнике. Ну, это бредятина какая-то. А вы как думали, мы вас что, кормить будем? Вы готовите для себя, мы готовим для себя. У вас Нет, все. цирк какой-то, У на вас самом своя деле. полноценная семья. Вы будете готовить сами для себя. То, что вы заработаете, купите, то вы и будете кушать. Может быть, мы еще подписывать начнем? Ну, а зачем подписывать? У вас будет своя полка. Никто вас с вашей полки трогать не будет. И вы с нашей тоже не будете трогать. Папа что сказал? Папа не говорил, что нам полку отдельно выделят? Нет, вы питаетесь отдельно и готовите вы тоже для себя отдельно. Молодцы. Молодец, мам. Потому что денег у них не так много, и тратить вот этот не так много денег на новую семью, на то, что кто-то вот просто головой не подумал, это бред.
Если бы он ее кинул, она осталась одна, они бы, естественно, ей помогали, так как дочь. Но так как этот парень что-то там типа из себя пытается состроить, они, естественно... Извиняюсь. Они, естественно, из-за этого помогать не хотят. До родов 13 недель. Чтобы у него хоть немножечко что-то началось там шевелиться. 000. Наконец, у нас не пустая полка в холодильнике. А еще я купила бодики и ползунки сыну. Я не ожидала, что все так дорого. Подожди, это От что за получки кофта? практически На 13 ничего лет? не осталось. Но я считаю, что это хоть деньги комбезик. небольшие, Даня все равно молодец. все равно на годик я вижу, где-то. как он старается, и я его поддерживаю и защищаю перед мамой. Ты хорош жрать, дай вафлю. И жрешь с утра до вечера. Вообще-то, я помимо себя еще ребенка кормлю. Ты набрала 20 килограмм. И чё? Это ненормально. Ты мне лучше покажи, вот. Я разве сильно поправилась? Да. У меня Да нет, помимо кстати. живота, в принципе, больше ничего-то не изменилось. Я рожу, отеки сойдут. Ну, просто следить надо за собой. Я тебе Да сказала, нет, она, очень кстати, нравится такая же. Вадик другой. Ну, надо будет, свалю. Так, Ну, вот сейчас так давайте его собираться уходить, сильнее. понятно? Сильнее бей по роже. Еще в глаз дай кулаком за такое. Собрался и ушел отсюда. Виолетта Творище, меняется, смеется. она становится более упитанная. Я иногда говорю то, что она Да нигде толстая. она не упитанная. Но она сейчас стала в облегающем костюме, она точно такая же. У нее просто появилась пузика, все. Вот до этого ее показывали на маленьких сроках. У нее действительно, ну, где-то вот с боков был жирочек, да, то есть у нее как будто пузо не вперед росло, а в бок. Она прям стала таким прямоугольником конкретным. А тут, ну, смотри, у нее и талия появилась, и пузика нормальная, ноги нормальные, попа нормальная, руки нормальные, все нормально, она не толстая совершенно. А 20 килограмм, ну, не это, из по-моему, того, нормально что, набрать. Чтобы она там обижалась на меня, и чтобы она все следила за собой. Чуть Надя отдала платье из деревни. Какое, родильное? Мама, ты что смеешься? Чего я смеюсь? Ты что мне за бабулину платье принесла? У тебя варианты есть? Даже А это наша куда? бабуля У откажется в тебя таком варианты, ходить я ей. тебя спрашиваю, есть? Я не буду в этом ходить. Хорошо. Твой муж купит что-то тебе? А? Ладно, давай померяем. А подожди, зачем? Куда ты собралась? Ну и что это, блин, такое? Ну это правда не смешно. Нормально. Ну Жесть. что, вот это вот там, вот так вот и плясать, что ли, в этом платье? Пляши. Я стараюсь, я что-то пытаюсь сделать. Вы что делаете? Вот вы что делаете для этого? Мам, ну хотя бы не это платье, мне Да можно хотя бы, я говорю еще раз, то, что не в твоем положении это все делают, ты понимаешь? Ну хотя бы на выписку нормальное платье, ну блин. А, ну, на выписку. Пускай тебе муж разрабатывает и а покупает если он тебе. не купит, мне что, вот в этом ходить? Да, значит, будешь вот в этом Я ходить. не Я тебе пойду туда в ничего этом. покупать не буду. Я, конечно, понимаю, что мама хочет мне очень сильно помочь, но с таким платьем мне просто засмеются. Скажут, с какого колхоза приехала девочка? Не, ну выходи, зачем платье на выписку? Ну выйди в толстовке, в джинсах, нормально, чё, какая разница? Вы причесочку накрути, что-нибудь сделай, макияж, все, и нормально, празднично. Через 3 дня. Прям обязательно Меня платье, накрыл что ли, депресняк надо? из-за претензий Дани На и распродаже вон безразмерного что-нибудь платья от докупи. мамы. Я решила с подругой пойти в ТЦ и присмотреть что-то модное на выписку. Я сейчас очень сильно поправилась, блин, уже никакой размер, у меня даже самый большой, ну куда вот, ну. Я уже как шкаф, меня разнесло по всем сторонам. Да нет, все хорошо, ты чего? Ну, на меня уже ничего не налазит, боюсь, что мне в скором времени Данил просто бросит и все. Беременность женщину украшает. Если хочешь, можем с тобой посмотреть, слушать какие-то беременные фотосессии. Будет очень красиво, я думаю. Тебе понравится. Ага, если я там сама себе тоже не понравлюсь, и потом я буду еще жалеть об этом, то, что Не да, вообще будешь. пошла, опозорилась. Не будешь. На не меня же там будешь. тоже тетка смотреть будет, которая мне будет фотографировать, скажет, фу, жирная пришла. Нормальная пришла, как все остальные мамочки. Ничего в этом Ну, я страшного не знаю, нет. давай попробуем. Через 2 дня. Скорее всего, сейчас будет фотосессия, да? Платье я так и не купила, ни во что не влезла. Но идея Оли меня не покидала. Я решила оставшиеся деньги от зарплаты Дани потратить на фотосессию. Позвонила в студию, забронировала для нас время и внесла предоплату. Сегодня нас ждет офигенно романтический день. Ну, А, то в есть смысле, я вдвоем? работаю, ты мне гонишь работу, а в итоге сливаешь все на всякую То хрень. есть тебе жалко 5000? Мне не жалко, но эти 5000 можно вот на зимние кроссовки мне потратить. Ну, блин, Даня, это один раз в жизни.
Ну, блин, бери телефон и фоткайся. Зачем мне фотосессия? Это не на телефон, это такие красивые фотографии получаются. Они все обработанные, с классными нарядами. А перед зеркалом Не, ты ну можешь обработаны же не сфоткаться. все. Что в этом трудного? Я тебя просила один раз, и я за всю беременность тебя, грубо говоря, ни о чем не просила. Это не 15 тысяч, это 5 Ну, какая тысяч. разница? Ты знаешь, как эти 5 тысяч А зарабатывают? что с экраном? Почему он иногда вот так Я вот... понимаю, ну, блин, я смотрю просто на бурлит девчонок, как-то? и я и понимаю, то, что у меня такого нету, я тоже такое С себе картинкой, не хочу. с экраном. Я считаю, то, что это просто То выброс задний денег фон на начинает ветер. так У вот нас так денег нет, а нам волноваться, то всякую вся чушь тратить. картинка. Ну, во-первых, это не мои проблемы, то, что он мало зарабатывает. А во-вторых, когда родится сын и подрастет, я хочу ему показать нашу совместную фотку, показать Совместную фотку. свой Вот тут красивый вот ты живот, в где позе. находился он, его домик. И я Вот это думаю, то, наша что первая стоит совместная запечатлеть этот фото. момент. Ну, это как-то странно Я с звучало. трудом уломала Даню поехать в студию, а не звонить и требовать вернуть деньги. Думала, он поймет, как важно сделать красивые семейные фото. Не ходи, тебе тоже нужно переодеваться. Да нет, В смысле, да нет? я не буду сниматься. Мы только что пришли, все нормально было. В чем дело? Хочешь, снимайся, иди фоткайся. А, то есть у ребенка нет отца? Есть, просто иди фоткайся. А почему тогда я там буду одна? Хорошо, я скажу им о том, ну извини, сынок, твой папа не хочет с тобой фотографироваться. Я тебе все сказал, иди, хочешь, снимайся. А в чем Иди проблема фоткайся. сфоткаться? На, бери, фоткайся. Спасибо. Взял и пошел оделся. Я не буду фоткаться. Не, ну а в чем проблема? Ну, не хочешь ты прям много фоткаться, она хочет. Найди компромисс, сфоткайся 1-2 раза в 2 позах и уйди. Почему, вот я не понимаю, надо так конкретно? Можно же найти компромисс, чтобы ей было хорошо, и ему было хорошо. Просто если она примет его сторону, то ей будет нехорошо. Она ведь себя, ну, зароет и свое мнение и скажет, ну ладно, окей. Будет хорошо только ему. А если будет, допустим, 1-2 фотки хотя бы с отцом, ну, можно даже без переодеваний, ладно сказать, давай в худи. То есть она тоже может на такой компромисс, да, пойти. Вот парочка фоток и хватит вполне себе. Почему вот я не понимаю, когда вижу таких людей, в чем проблема сказать, давай, ладно, чуть-чуть, хотя бы 1 фоточку, ни в чем. Я сказала, взял и оделся. Ты меня чего, не Какое-то понимаешь, свое что ли? глупое Сейчас мнение. тебе прям эта вешалка грею. Ну, давай. Я тебе нормально Рубашку сказал. взял и Я пошел. тебе нормально сказал. Хватит мне перед людьми позорить. Одеваться пошел. Ты чего орешь-то? Ты чего орешь? Возьми. Тем более беременная. Пока я тебя не огрела. Вот я тебе отвечаю, я сейчас тебе так всеку. На всю жизнь запомнишь. На данный момент просто хочется разреветься от обиды. Мне очень стыдно, что стоит фотограф, нас ждет, пока мы с ним ругаемся, выясняем, будто ли он на фотосессии или нет. Я не понимаю, к чему весь этот цирк. У меня больше нет сил с ним спорить. Пока нас не выгнали из-за этого скандала, я решила фотографироваться одна. Ножку левую вперед. Ну вот ножки у нее отекли, да. А тебе что, девчонки, что ли, в голову били про этой фотосессии? Рот закрой, не мешай никому Ты не не мешай работать. Чуть-чуть носок в мою сторону. Ну, а говоришь не жирный, тебе еще платье лопнет. Рот закрой. Окей. Колхозная. Ну, капздец. Капздец муж. Ни врагу не пожелаешь такого. серьезные, злые. Правую руку под животик или на животик. Мне очень обидно, что Даня ведет себя на этой фотосессии как полная. Я просто не хочу его видеть и больше знать. После фотосета Даня звонил к Ренату. Из-за стресса я не могла уснуть. Мне стало плохо и пришлось вызывать скорую. Меня положили в больницу с отеками. Надо пройти обследование. У меня плохие анализы, у меня повышенное давление, у меня тянет живот. И можно сказать спасибо Дане, что он заставляет меня нервничать. Если бы, мне кажется, он перестал это делать, то бы всего не было. Я бы не оказалась на больничной Да, конечно, койке. не было Боюсь, бы. что пробуду в Капздец. больнице долго. А это что Мне такое, надо страшно и удержать, одиноко. надо удержать. Трубку Данила не брал, поэтому я позвонила маме. Слушай, мне тут, Как ты себя чувствуешь? мне тут одной, правда, грустно и одиноко. Не переживай, пожалуйста. Что случилось-то? Что ты плачешь-то? Сказали то, что отеки сильные, и ну, как много типа набрала, то, что это плохо влияет. Ну ничего, нормально все будет. Надо полежать. В любом случае надо полежать. Потому что сама знаешь, как бы это все... Да нет, она, по-моему, немного набрала. У нее реально отеки. Нет, не
позвонил. Не лишний вес, Нет. отеки. Ладно, не переживай. Хорошо, давай, люблю давай, тебя. я тебя люблю, давай, не переживай там только. Несмотря на то, что ему 17 лет, он очень маленький, он не понимает вот это вот его хлопанье дверью, вот это вот фырканье, что-то там, недовольствие какое-то. Он ведет себя как глупец. Я решила ситуацию взять в свои руки. Беременность – это их не общая вина. Через час Да, после разговора с ихняя мамой мне пришло СМС от общая. Дани. Таких романтичных Ихняя. вещей Даня не делал с тех пор, как я забеременела. Когда я увидела его улыбку и этот шарик, мое сердце оттаяло, и я простила его. Так, быстро. А что она желтая? Как будто желтуха у нее. У нас будет самый лучший ребенок на земле. Даня не такой плохой, как все вокруг говорят. Он любит меня и ребенка. Я расстроен, то, что Действительно. испортил с ней отношения. такой Сейчас у меня плохой. планы Куда ж держаться еще за хуже-то? работу. Я думаю, что копить уже все на свою квартиру, пока что откладывать. До родов 10 недель. Осталось совсем чуть-чуть. Благодаря капельницам мое давление нормализовалось. Чувствую себя хорошо, поэтому меня выписали. Я снова вернулась к учебе. Даня так и работает Да. на мойке. Наконец готовы фотки с фотосета. Я сразу же залила их в соцсети, посыпались лайки, от Данечки поздравления. Я на фотосессию со своей ездил. Кстати, классно получились. Угу. Я не хотел ехать, но я, если честно, не понимаю, типа, для чего вот эти, типа, студии ехать. Можно бы было это, на телефон пощелкать. Ну, понимаешь, на телефон такой себе, ну, там, не качество, там, ну. Вот смотри, как у тебя, Виолетта, хорошо получилось. Это же фотосессия, дурачок. Дурак, на самом деле, то, что не стал фоткаться, потому что, ну, фотки получились классные. Вот это такой типаж Даня людей вдруг меня пригласил прям меня раздражает. Не подумать, ничего. Ну, подумал бы и дошло бы до него, что действительно вот это, ну, самый лучший вариант. А не просто бездумно нет сказать, а потом Зачем пришли-то? Я плакать, чё ж я такой дурак. на фотосессии немножко переборщил. Вот, вел как дурак себя. Хотел бы, ну, извиниться перед тобой. То есть ты мне хочешь как-то... Всё, мать, беги, закупайся. Какой-то подарок, да? Ну, да. И у тебя что, и деньги даже есть? У тебя на подарок есть. А если я, допустим, захочу что-нибудь за смотри. 3000? Ну и ладно, я что, на тебя 3000 не смогу потратить? Даня купил мне офигенное платье на выписку, а затем пригласил в кафе. Неужели у нас наконец-то все налаживается? Я уже хочу офигенное платье увидеть. Такое короткое, красивое имя. Вот Руслан мне Вот нравится. Тимофей, Тим. Мне Руслан нравится. И что, буду себя Рус называть? Точно такого. Мгм. А давай на КМН. Давай, если я выиграю, то будет Руслан. Если ты выиграешь, то Вот будет Тимофей. Тимофей. КМН? Чё? Суефа, суефа, суефа. Все. Ты сказала, что Тимофей будет. Ну, Тимофей, так Тимофей. Ну, я говорю, Тим Тимофей. Классное имя. Прикольно, однако. Ну Мы ладно, окончательно хотя бы не помирились. поругались, Всё да? идет хорошо. Только мама никак не перестанет Хотя бы не придираться к нам. поругались. Как Как обычно, да, называть? в телефонах лежим. Смотрите, Катюх выложил. Вы меня вообще слышите? Да. Время видели сколько? Ну, вообще-то уже спать пора. А ребенок-то где? Второй пацан. Угу. Он вроде с Ты ними понимаешь, спал? что я устала, что я спать хочу? Сейчас мы ляжем. Данила, ты что молчишь? Да спать что-то не хочется просто. Наверное, вам надо все-таки другое жилье подыскивать. Как? У нас денег нету, ничего нету. Там цены на квартиры. У меня тоже своя семья. Папа через неделю приедет с командировки. Родится ребенок, будет плакать по ночам, Захар не будет высыпаться. Ребенку нужно делать уроки. Или что, мы теперь на 2 семьи будем жить в одной комнате? Я не знаю, просто правда нет возможности такой. Я не зарабатываю на квартиру. Так работать надо. Я же говорю, работаю. думайте, постарайся думайте. какую-нибудь вторую работу найти. Попробуй Вторую туда хотя работу бы ищи. выйти. Потому что это не дело. Я говорю, я так не хочу жить. Я, конечно, не против разъехаться, но, блин... Да, у нас конечно, нет ужасно, денег. блин. Если уж настолько хотите, чтобы мы съехали, дайте нам хотя бы денег на первый месяц. Мне еще скоро рожать. У нас Не, кровать, подожди, ни а чем тебе помогут деньги на первый месяц? Если он работу не найдет, то на второй месяц автоматически денег не будет. Это не так работает, типа на разгон. Нет. коляски, ничего нету. Я не понимаю, что делать. Ну, брать, что бушный, спрашивать, дайте кто-нибудь, одолжите. Кому не надо. На следующий день. Конечно. Чё, как у тебя дела? Ничего, так как сам-то. Нормально? Да, Это нормально. тетя? Слушай, Голос а как может, будто какой-то встретились, бабушкин. с тобой
Ну, случилось? поговорить хотел. Я тебе напишу или наберу, как освобожусь. Ага. С тетей я решил помириться, потому что тетя, нужна да. помощь. Все-таки я решил к ней обратиться. Я спросить хотел, у тебя, вот мы с Виолеттой смотрели квартиры, сейчас думаем съехать, потому что, это вообще не вариант. Вот, мне 5000 не хватает. Сможешь помочь? А почему не хватает, если подработку еще взять? Сейчас съедем и буду искать нормальную работу. Ну, сейчас первый месяц, главное, оплатить, и все. Я думаю, А что дальше пойдет. второй месяц. Ага. Ой, я не знаю, как вы будете справляться. Тут взрослым тяжело. Ладно, сколько тебе денежек? Ну, если 10 займешь, вообще отлично будет. Так, Данечка, только давай с возвратом. Да, я дам. И, не затягиваем, не завтра, и не через года. Будь Хорошо. ответственный, если ты должен понимать. Ребенка нужно воспитать, поднять на ноги, дать образование, обуть, одеть, накормить. Это очень большая ответственность. Хорошо. Спасибо. Мне приятно то, что она мне дает деньги, потому что ругался с ней, и как-то она все равно входит в положение и помогает. Я Ну, думаю, что молодец, наши тетя, отношения да, уже не согласна, станут молодец. прежними, потому что, он делает так, как он хочет, он никого не слышит вокруг. Доверие потеряно. Если помощь, то, опять же, не в ущерб для себя, просто такие, деловые отношения. Не, молодец, тетя. До рода в 7 недель. Молодец. Сегодня у меня третий правильно скрининг. делает. Роды уже совсем скоро. Нервничаю. Раз Если он ее я ни во набрала что не вес, ставит, постоянно раз он ее вот так вот даже на расписку не позвал, и на выписку не факт, что позовет, да? Хотя нет, мне кажется, на выписку уже позовет. Он вроде как учится на своих ошибках, просто, как-то поздновато, если честно. Не в 17 лет надо учиться на таких ошибках. Такие ошибки уже просто не надо совершать в таком возрасте. Поэтому, в принципе, тетя права, тетя молодец. Отеки, тошнота, недосып. В больницу со мной пошла мама, так как Даня на работе. С плодом все хорошо. Кабинет УЗИ. 3 килограмма. То есть это средний вес. То есть где-то к родам будет порядка 3,5 максимально. А вот отеки никак не влияют на ребенка? Влияют, конечно. Считай, из-за беременности набрала уже 20 килограмм. Это может просто интерстициальная жидкость накопилась. Может быть, в весе прибавили. Это же не чисто отеки 40 килограмм. Это плацента, плод, матка увеличивается в объеме в 1000 раз к роду. После скрининга мы с мамой Капец. пошли в детский магазин. Пора уже готовиться к роддому и на выписку. Офигеть. Шапочки. От 0 до 10 лет шапочки. Вот и считай, сколько нужно работать с Данилом твоему. Смотри, это 5 пеленки, 2 конверт. Хорошая Это уже 7. 7400. Носочки. Здесь даже с 10 тысячами придешь, ты... Да это даже 10 мало возьмешь приходить. пару Это вещей, 15 и всё. тысяч. Это только чтобы, грубо говоря, в роддом собрать. Мы с мамой ничего не купили. Не, есть же явно магазины подешевле. Какие-нибудь, не знаю, акции, не акции искать тоже, базары, не базары. Зачем идти в обычный магазин, если денег нет? Иди сразу туда, где есть цена заниженная, где изначально либо низкая цена, либо где уже есть скидки. В чем И проблема-то? расстроенные вернулись домой, потому что от предыдущей зарплаты ничего не осталось. А о второй подработке Даня и слышать не хочет. Он говорит о том, что он работает, он зарабатывает, а то, что он так мало зарабатывает, он в этом не виноват. Я просто, на самом деле, я не знаю, что уже делать. Какие-то Думаешь, мне большие вот это вещи. приятно осознавать то, что у меня ребенок окончил 8 классов. А, То, что у тебя нет это никакой стабильности, этого ты брата. прекрасно видишь, какая у нас ситуация тоже. Мы живем, Виолетта, в одной комнате. Чем ты думала? Что делать, скажи? Я не знаю. Он должен был это все делать. И на него тоже, ты понимаешь, что мы каждый день на него, каждый день мы одно и то же говорим, что меняется. Я не могу, понимаешь, я уже устала. Я уже очень устала. Это очень тяжело, понимаешь? Это очень тяжело. Я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу, то, что я не могла тебя растить, потому что в основном воспитывала тебя бабуля. Подожди, Я уже самой гулять поздно об этом хотела. жалеть. Уже Ты все, просто мать. понимаешь, что ты очень быстро Уже все месяц решила девятый. самостоятельно стать. Пускай вторую работу ищет, он же захотел этого ребенка, пускай. Наши отношения с Да мамой не хотела стали никого. сейчас намного лучше. Мы с ней Так стали больше о получилось. чем-то разговаривать. Все обиды, которые уже были, все дальше и дальше отходят. Я думаю, что с рождением малыша это все вообще пропадет. Она полностью копирует Мне мою кажется, судьбу, ни хрена и не мне пропадет. Ни страшно хрена за просто не Виолеттино пропадет, всё будет так же. будущее, потому что я понимаю, что Данил совсем не тот человек, с которым она должна быть.
500. А где найти того? До родов 3 Сегодня недели. к нам в гости приехала бабушка. После той Помоги ссоры тогда мы еще ни найти разу не того виделись. В человека. больницу приезжала, решила заехать к вам. Данила, у тебя как? Да ничего, работает вроде бы. Ну как вот, то работает, то выходные, то у него не получается, то еще что-то. И сколько зарабатывает? Ну, 20 тысяч где-то зарабатывает. 20 тысяч на всех? Ну да. Но я думаю, то, что сейчас со временем как-то потихоньку все уладится. Твой Данила ждет, пока ему что-то принесут, подадут? Ну, вообще, наверное, да. Ну, блин, бабуля, ему 17 лет, он тоже устает. Виолет, я до речи потеряла. Устает. А папа твой без выходных работает. Нормально? Ну, блин, он говорит то, что он не может без выходных работать, потому что у него все болит. Ну, я как бы его в этот момент тоже Тогда понимаю. не надо было ребенка делать. Но мы же не знали то, что так тяжело будет. И не будет с тобой Данила жить, вот посмотришь. Не знаю. Вот трудные времена, вот ребенок сейчас появится, начнутся трудные времена, и он уйдет от тебя или будет гулять, что угодно будет делать. Я думаю, то, что такого не будет. Ну, посмотрим. Дай богу, мои слова не сбылись. Данила обязан работать, но он лентяй. Я считаю, что если они хотели ребенка, Да, бабуля. пускай устраивают свою жизнь. Мы, конечно, поможем, но они тоже взрослеть должны. Бабушка оставила мне 5000. Я ей благодарна за помощь. Теперь мы сможем хотя бы купить конверт и пеленки ребенку на какая выписку. лялечка. Вечером Ренат написал Дане, что они с ребятами зайдут в гости. Я в шоке. Еще не хватало, чтобы он со своими друзьями дома тусил. Нифига себе, еще и упаковали, ё-моё. Данил, Виолетта, это вам от нас. Спасибо. Мы решили Спасибо скинуться со всей компанией с пацанами и вручить это тебе. Спасибо. И одну ванночку? так сказать, уже полноценно. Ванночку на ванночку все скинулись? Серьезно? А зачем на ванночку скидываться? Спасибо, Она, по-моему, пацаны. такая пластиковая в магазине стоит, ну, в тенге, мне Я кажется, всегда знал, тысяч что у меня за очень классные друзья. 2-3 можно Честно, я не найти. ожидала такого от мальчиков, За 5. что это просто было очень Ну, приятно. не так, чтобы Это скидываться было все супер. вместе. Тот самый день. Хотя не знаю, может, они вообще никто не Ночью работает, я и долго не стипендии могла нет. уснуть, Тогда ладно, и тогда вдруг нормально. почувствовала сильную боль внизу живота. У меня отошли воды. Я пытаюсь лечь поспать. Тут у меня сразу резко начинает болеть живот. Я начинаю замерять схватки. У меня схватки каждые 5 минут. Я написала сразу же врачу. Поехали в роддом. Написала, а врач всю ночь не спит, ждет его сообщения, да? Там ход так небольшой, 3 получается. 3 получается. Небольшим, да. Она Еще и меня приехала, главное, сама осматривает, пешком, говорит, что пришла 4 одна. сантиметра Капздец. раскрытия. Будем рожать. Даня поехал в роддом со мной. Его поддержка да? сейчас мне нужна. А чё, на видео Мама она одна вернулась была? домой к Захару после того, как врач заверил ее, что все в норме. А меня отправили в родзал. Врач мне говорит, ты уже, наверное, хочешь, чтобы тебя обезболили. Я сказала, что я не хочу, чтобы меня кто-то обезболивал. Я думаю, что я рожу сама. Я уже привыкла к этой боли. Ничего сильнее у меня не начинается. Глубокий вдох. Давай, только, не бросай, не бросай, не бросай. Быстро, слушайте, мы к родам перешли. Тихо. Плавный выдох. Еще раз глубокий вдох. Давай, не теряем схватку. Давай, Виолет. То есть, получается, она недолго, да, мучилась со схватками? Схватки становятся все чаще, но мне хватает сил их переносить. Я думала, будет хуже, и я буду корчиться и кричать, как женщина в кино. Нет, больно, конечно, но анестезия так и не понадобилась. Мне придает сил присутствие любимого. Еще потерпи, еще, давай. Не, ну слушай, нормально. Ну реально прям неожиданно. Прошлый, когда вот я смотрела «Беременна в 16», там все так орали, прям вот, ну честно, я боялась рожать. Я сразу пугаться начинала, а это так спокойно. Ручки, вот, ручки. Так спокойно вообще. Ура! Молодец. Ты сделал целого человека. Даня даже Не отважился орала, перерезать ничего. пуповину сыну. Это самый важный момент в нашей жизни. Я тоже вижу. Его там просто перепрятали, ему там тепло. Молодец, поздравляю. Ножку. А его ж помыть надо, нет? Забрать теперь, помыть, отмыть. И не перевернули его, да, орать не заставили. Я боюсь его держать. Или это уже Ну, прошлый это век, за первое. ножки когда держали и по попке стучали, что орать начинал.
Был опыт неприятный. Его конечно. положили, он А я даже не вижу орал. своего Тимофей, сына. вес 3000 грамм, рост 52 сантиметра. Ну, наверное, стандарт, я не знаю. Он такой маленький, Не рожала, классный, не в курсах, красивый. извините. Я не могу это описать, но это очень было классно. Какой опухший день выписки. Прошла Выписка неделя. Меня новорожденных. научили кормить и мыть малыша. Мы чувствуем себя хорошо, и сегодня нас выписывают. Даня приехал один, а мама готовится нас встречать дома. Понимать ребеночка, растите здоровьем, счастливенький, не болейте. Спасибо большое. Какой масенький. Даня. Даня, спасибо большое. А платье купили, Я в шоке получается, вообще. юбка с этим, да, с топиком? Можешь Ну, мне сфоткать, красивая, Наталья? молодец. Таня меня встречает Ой, без её шаров, переодели. без цветов. И Мне опять стало синий как-то цвет. очень видно, что он даже не мог Синий-белый. постараться. Но этот получше Такой костюмчик. день, как будто родила, вышла, Ну, тут она отдала, худенькая пошла прям домой. такая. Ну, как-то не очень. Я так готовилась к выписке, накрасилась, надела красивое платье, которое купил мне Данила. А он пришел даже, с пустыми падла, не руками. купил Мне грустно, ведь я так цветочков, хотела настоящий праздник. шариков. Но денег нет даже на такси. Я бы тоже Пришлось захавалась, звонить если бы ко мне маме, без чтобы она цветочков вызвала пришли. машину Я бы в своей- хотела, чтобы меня из роддома встречали с тортиком, цветочками, и все, можно без шариков. Главное, чтобы был тортик. То можно тортик дома, а с собой, чтобы были капкейки, чтобы я первым делом сожрала капкейк. Там приложение. Но она что-то напутала и заказала машину, которая, может быть, не подходит для поездки с Если младенцем. нам еще не разрешат с ребенком ехать, я один уеду, а ты останешься. В смысле? Так ты ребенка забирай. К счастью, все обошлось, и мы можем спокойно Я, ехать говорит, домой. уеду, а ты останешься. Прикольно. Не, а почему все обошлось? В смысле? Ну, на младенцев такого нет. Нет, есть, ну, вот эти специальные люльки, но я думаю, ничего такого нет, чтобы поехать в конвертике с выписки. Ты же как бы, ну, как бы нормально. Детей садят в такси именно в кресло. Вот. То есть, сидя. А тех, кто лежит, ну, я думаю, это как минимум не гигиенично, если его положат вот в эту люльку вместе, ну, где лежали другие дети, и своего туда, ну, я бы не положила. Это антисанитария полнейшая, получается. Давай ты придерживай, а я какой буду головку мыть. Нет, вот здесь Ну, придерживай за спинку. Я очень рада его видеть. Он Какой такой крошечный, такой классный, я не маленький. могу. При первом взгляде Такой я думаю, что он прикольный. похож на Виолетту. Я думаю, то, что он похож на меня. Не знаю, Потому на что кого смотрел похож, но он я прикольный. детские фотки свои и прям копия. Ну, глаза открытые, как у папы, да. У нее такие прям немножечко узенькие глазки, а у ребенка прям такие Пока я широкие, как лежала у в папы. роддоме, Как родители у купили Пахина. коляску и кроватку. Дома все счастливы пополнению в семье, но я не могу забыть эту ужасную выписку из роддома. А что ты меня даже с роддома ни с цветами, ни с шариками не встретил? В смысле? Ты к чему? Ты видел или ты не видел то, что там пришла девушка рожать, а муж пришел сразу с цветами? И у тебя никакой нет к этому ценности. Ты даже буквально не мог купить пару шариков. Блин, я забыл вообще, если честно. Как это ты забыл? Я же не забыла тебе сына родить. С пальцем. А где сын? Даже Ой, такие блин, красивые сорян, выписки забыла. были. Ладно, Да даже возвращаемся. буквально не эту красивую выписку. Тебе трудно было просто цветы купить. Но это просто, но это правда, это позорище. Я откладываю на квартиру. И Но я тебе было трудно- работаю днем и ночью. Тебе было не трудно букет Я- цветов купить? Я просто заработался, я вообще про все забыл. Завтра поеду куплю тебе цветы. Да мне уже не нужны цветы. Спасибо, уже купил. Ну и все. Ну все, ну и поговорили. Через 3 дня. Через пару дней папа Ссора вернулся с продолжается, вахты да? и познакомился с Тимофеем. О, а что у него с ногтем? Ой, ему что-то упало, да, на палец? На деда. Ну кого же еще? Скажи, он такое лицо сделал, в смысле на деда? Че, как у вас дела? Да ничего, Рассказывайте. хорошо. Вот. Тебя как? Да тоже потихоньку. Не Ну болеете? так ножки сложил такой одну на одну Присаживайся. ножку и валяется такой на Там ручках главное. довольно. Он, смотри, ножки одна на Как у вас одной. дела с жильем? Ну ничего, подыскали. Подыскали? Да. Че, где здесь Такой прям поблизости? маленький, Ну да, классный. недалеко. Оплачивать жилье-то есть на что? Ну, хватит, на жилье хватит. Что, забыл, как нянчить? Да, конечно. Это было давно, 10 лет назад почти. Давай, вот. Пойдем. Не хочет у деда сидеть. Аккуратно. Пойдем. Мне приятно быть дедушкой. Да, неузнаваемость. Я, если честно, не жалею то, что вот так вот получилось. Ну, если получилось, значит, это наше. Мы должны это, как его сказать, тянуть уже. Это, ну, статус Ну, дедушки, уже это бабушки, да. это входит, по сути-то. Помогать сейчас молодым.
Ну да, он прав. Смотри, Молодец, Папахин. памперс как менять, Классно. учись. Тимош, вставай. Вот такой большой. Конечно, Данил противится то, что я говорю, иди смотри, тебе это нужно будет. Но он, наверное, не считает то, что ему нужно идти смотреть. Он все переложил на Виолетту, что Виолетта должна все делать. А он чисто сидит в сторонке и поглядывает. Да даже не поглядывай. Через 3 недели после родов. Он же Даня ушел, он даже не наконец-то смотрел. хотел денег для переезда. Мы добавили ту сумму, что одолжила ему тетя. Какие и нам странные хватило на шторы, первый что месяц. это? Теперь мы можем жить отдельно, как Почему они вроде как полноценная семья. одинаковые, вроде как такие разные? Это классно. Я думала, что мы никогда отсюда не переедем. Да, я тоже так думал. Молодец, на самом деле. Не ожидала я такого от тебя. Классная фотка, мне нравится. Смотри, они Тоже прям мне одинаковые, но Жалко, при этом что это, разные. да, фотка Вроде даже смотрится. если их Я же местами говорила. поменяешь, все равно Будет будет не то. учить здесь. У меня такой живот большой был. И до сих пор не могу представить, что я ходила с таким животом. Сейчас вот лежит, спит. Я не верил, что я справлюсь, потому что зарабатывал я не особо. Туда-сюда по работам метался, искал, где можно заработать. И вот, наконец-то, поднакопил. Сейчас я Ну, очень рада, молодец, что мы справились со молоток. всем этим. Мы Молоток, большие парень, молодцы. Мы красавчик. прошли через все это вместе. Горе, слезы, радости мы прошли Ой, вместе. поверь, у вас сейчас столько мы слез стали будет, просто и не только счастливыми ваших, еще и родителями, ребенка. что началась просто белая полоса в нашей жизни. Я продолжаю учиться дома, читаю учебники и одновременно качаю или кормлю Тимофея. Малыш получился у Виолетты с Данилом очень хорошенький. Мне бы очень хотелось, Да. чтобы семья сохранилась. Чтобы Данила, конечно, одумался. Хотя бы специальность какую-то приобрел. И работал бы, учился. У меня очень болит душа за это. Наша семья стала меньше ссориться, Хорошие, хотя родители хорошие все еще не родственники у доверяют нее. Дане. Но думаю, теперь у нас точно все будет хорошо. Жаль только, что родители Данила так и не выходят Какая на у нее связь. желтенькая не хотят курточка видеть классная, я внука. такую же А вот с хочу. тетей его отношения Прям такая наладились. кайфовая. Мне все-таки бы хотелось, чтобы Данил повзрослел и продолжал нести ответственность за свою семью, за своего ребенка. Я за то, чтобы семья И держалась. кофточка Но желтенькая. не У нее прям, исключая ей того, нравится что он желтый уйдет. цвет, да? Я Прям не хочу, кайфовый, чтобы ей они были идет. вместе. И мне Я нравится. всё-таки Тоже вижу теперь то, хочу. что они разойдутся. Он не И розовую повзрослеет, хочу. я так думаю, никогда. Люблю И яркие у вещи. него вот эта глупость останется. Я не хочу, чтобы он портил жизнь моей дочери. Через месяц после родов. Сегодня нашему малышу исполняется 1 месяц. И я счастлива, что он появился в моей жизни, и что мы с Даней создали семью, несмотря на все трудности. Так вот, да. Скажи, такой вот и сегодня уже большой. Ну все. Ну и чего такое случилось? Ой. Смотри, там какой тортик. Ой, скажи, блестит, как всюду. Скажи, какая красота. Сейчас я очень рад, что К мамочке у меня появилась прилюд, своя сразу так семья, и я никак успокоился. не Как стремаюсь это этого. мило. И у меня у самого не было такой семьи. У меня только мама, отец ушел, и мне приятно то, что я рядом с ребенком со своим. Я очень постараюсь, чтобы у сына все было, и чтобы я побольше ему уделял времени. Девочки, которые забеременели в раннем возрасте, как я хочу им сказать только одно. Все будет хорошо, просто нужно через это все пройти. Мама быть на самом деле классно. Я родила такого маленького комочка счастья, который все абсолютно поменял в нашей жизни. Это я даже не могу описать классно. Поэтому Так, рожайте. не надо следующую серию, Желаю вам подожди. удачи, успехов, чтобы все получилось. Я Спасибо. в вас верю. Спасибо. Ну, слушай, прикольно. Давай вот так остановим. Что я тебе скажу? Кринжа никакого в конце не было. Жалко. Ладно, шучу. На самом-то деле я очень сильно за них рада. И рада потому, что, ну, просто по-человечески. Конечно, с точки зрения того, что мы смотрим телешоу, хотелось бы кринжатины какой-то, чего-то такого, крутого. Но на самом-то деле, из-за того, что все-таки это реальная жизнь, мне не хотелось бы, чтобы там было что-то плохое. Мы посмотрели достаточно кринжа, слава богу, он ее не бил, слава богу, все было более-менее нормально, все было более-менее хорошо, и в конце тоже все стало хорошо, и он вроде на работу, и так, и сяк, и наперекосяк. Кстати, потом по всяким вот этим вот девочкам тоже выходит еще много, ну ладно, немного видео, но я знаю, есть еще телешоу после «Беременна в 16», когда-нибудь, я надеюсь, выйдет, потому что мне стало интересно посмотреть, как же будет дальше. То есть он все равно как-то ни рыба, ни мясо, вот он, ну, сидит такой, типа, я вроде накопил. Но вроде ненадолго. А работы-то нет. Как дальше копить? Ребенок, все, затраты будут бешеные. Что делать дальше, непонятно.
С ней вроде все нормально. Хорошая мама, хорошая жена, все, в принципе, более-менее все хорошо. Короче, мне было бы интересно посмотреть, что будет у них дальше. Прикольная серия. Я думаю, что-то я, возможно, вырежу, а может быть, ничего не буду вырезать, потому что серия длится 1:35 у меня. Даже сейчас будет 36, уже 37. Вот, поэтому, может быть, что-то вырежу, может быть, что-нибудь не вырежу. Все останется так, посмотрим. Если тебе понравилось видео, то, пожалуйста, поставь лайк. Я буду тогда знать и понимать, что тебе действительно понравилась моя реакция, и мы тогда посмотрим следующую серию. Ну и также напиши комментарий, мне это тоже очень приятно, я люблю общаться со своими подписчиками. А еще подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в этой... Нет, подожди. До новых встреч в новых видосиках по реакциям, на новых стримах. И, возможно, на новых видосиках по реакциям, на новых стримах и в новых видео по игрушечкам. Всем пока-пока!